Привет, Иван Иванов. Здравствуй. Подвисает чуть-чуть. У меня нормально. У меня все окей. It's okay. Норм, да? Ну, видимо, чутка расперделась. Вот. Здравствуй, здравствуй. Добрый вечер. Добро пожаловать на стрим. Так. Ага. Так. Потихоньку вспоминаем, как играть. Запись нажать забыл. Ну что ж, погнали. Игра довольно-таки новогодняя, учитывая то, что здесь снежок. О, собаки. Ай-ка. Угу. Так, похилимся. А я, интересно, смогу ударить? Вряд ли, да? Псы позорные. Так. Блин, вот чуть-чуть не хватает, чтобы допрыгнуть. Мастер-ключ. Где-то еще была такая дверь с цепями, я помню. Ёшкинка, бабайка. Постилка Эдельвейс. Блин, почему постилки? Почему не подстилая, например? Подстилка звучит как оскорбление. На. Найс. Ах ты мразь.
Давай, подлетай. Что-то я не рассчитал. Малюсенько. Окейушки. Ничего, глаз чешется. Ёлопал. Ой. О, привет, Михаил. Здравствуй. Привет. Вот, играем. Last Fight. Завтра отпросился, ну, не то что отпросился, скорее сказал, что буду из дома работать. Да, и в принципе дали добро. Сидит. Ёпта, 5 цепей. На. Это было легко. Но у меня урон прям хороший. Не зря вкачивался в урон. Прикиньте, если бы я вкачивался во что-то другое, типа... Не знаю, там... Я хочу там... пользоваться каким-то другим оружием. И вкачался бы в силу или еще куда-нибудь. Кошмар. Урон мой вообще, представляете? Какой был бы. Ужас какой-то. Так, а куда это идет? Я вот Dark Souls 2 Школяр Edition прохожу. Школяр. Ну, прикольно. Не, все Dark Souls хороши. Очень даже зря люди ругают второй Dark Souls. Очень прикольно. Но все-таки, но есть бесячие в ней моменты, как бы то ни было. А именно то, что там бывает таких много уровней, где до босса надо бежать, ну, до хера. Ну, там расстояние просто реально, ну, дурканешься в некоторых моментах. Особенно, вот никогда не забуду казахстанские снежные степи с лошадями. Это просто, ё-моё, это просто, ну, это не писать словами, как это ужасно было. Давай. Да вот, считай меня, знаешь, если что, поддержу. Рейдом, хостом и все такое. Вот стримером никогда не поздно быть, вот реально. Но вот самое главное, типа, в этой теме, никогда не относиться к, ну, к стримингу как к какому-то этому, как к работе. Это, ну, типа, ну, это вообще хуево.
Угу. Так. Пули. А монетизация работает? Ну, чтобы дойти до монетизации, это надо достичь каких-то условий и так далее. У меня раньше была монетизация, но ее сняли, когда я удалил все видео однажды. Был такой момент у меня в жизни, когда я такой: ай, нахер, удалю все видео. Ну, потому что я тогда для себя решил, что буду делать качественный контент, а по итогу я ленивая жопа и ничего не сделал. Ну, как будто бы сдался в какой-то момент, да. А так была монетизация, ёшкин кот. Партнерка с Ютубом была. А так вот с Твичом все в силе, да, все есть. Вот с Твичом у меня компаньонка. Но, опять же, каких-то там, ну не знаю, типа, каких-то иллюзий все-таки тоже в этом плане питать не стоит. Типа, о, компаньонка есть, там, партнерка есть, все, богатый, нихуя. У меня была... у меня зарплата с Твича падала только 2 раза. И это только с платных подписчиков. А платных подписчиков сейчас вообще нету. Никто платно не подписывается. Ну, потому что... заблокировали же вот платежные системы. Российские визы там прочее. Все. Ну и потом... кроме этого, русские стримеры не могут выводить средства, только если они регион себе не поменяли. Вот если регион смогли поменять, то да, выплаты будут. Я, если что, регион смог поменять. Я смог. Меня там убивает, по-моему, не? Мы стоим, ждем. Ну какой вежливый. Стоит, ждет, пока катсцена пропустится. Хороший. Какой хороший убийца. Зомби. Или кто он там? Ёлпал. А это как забрать? Так, я понял. Да? Я в прыжке это делать не могу, да? Ну и хрень. Bullshit. Так. А в воздухе я стрелять могу?
Конечно же нет. Может, я другим оружием смогу попасть? Ну, топор крафтоватый. Коса. Ну, как будто бы, да, но нет. Позвоночная пила. Ну, вот это вот как будто бы чуть-чуть достает, но недостаточно. А, ну это то же самое, как позвоночный клинок. Я помню, вспомнил. Бэт трюк. Блин. Привет, Иван Ваниш. Бэт трюк. Бэт крюк или бэт трюк. Но того или другого у меня нету. Увы. Так, ну что ж, я дверку открыл. Так. А что такое? Ай! Ай! Я примерно так же урон получил, когда был на улице. Хотя шучу, я в принципе тепло одетый. Но раньше, да, прям холод меня убивал. Особенно в одних туфлях, когда ходил. Утепленные, правда, были, но все равно этого было недостаточно. Тупо туфли. Вообще кошмар какой-то был. Так, прокачаемся. Красивая игра. Да, хорошая. Клинок огнева. Ха. Ой. Он типа... Чё? Он в принципе на ловкость, но основной скилл на инстинкт, поэтому... Блин, что-то какая-то. О, лук. Блин, вот был бы я стрелком, то в принципе имело бы смысл. Да что-то какая. Блин, почему на силу-то? Ну и срань. Ладно, давайте прокачаемся просто. Да, такая. Вы гляньте, урон вообще не повышается. А, погоди. Не, ну в принципе, как будто бы что-то есть. Ну, чуть-чуть. По одному урону. Ну, это вообще не серьезно. А что такое судьба? Судьба. Вот почему нету
курсору, это во-первых. И во-вторых, почему я не могу просто навестись на судьбу, например, и объяснение какое-то получить насчет этой статистики. Я, конечно, подозреваю, что это удача, но за что она конкретно отвечает в этой игре, непонятно. Что-то вообще непонятно. Ну, тогда уж просто в жизни. Сделай сальто, пожалуйста. Я не умею этого делать. Нужен навык, наверное. Какой-то сальто. Или это конкретно про меня? Да. Так. Сколько стоит в Steam игра? Не помню. Так. Позырим. Миллион. Привет, енот. Здорово. Рад видеть. Ну, у меня в батах, если что, цена, поэтому... $690 батов, это... Ну, короче, косары рублей точно есть. Не, ну... По регионам тоже цены разные, так что, возможно, российская цена совсем другая. Звездорожденный ночной охотник. А, у тебя цепь? У меня тоже есть. Нифига себе, щит есть. Так, давай-ка вот это применим. Вот, что-то он меня, походу, может убить. Сука, он похилился, что ли? Не. На тебе пизда. О, мне тоже. Так, тихо. Легчайший. Стигма защиты. Проклятая стигма, черпающая свою силу из отголосков умерших противников. В умелых руках этот проклятый щит призывает таинственных фантомов, сбивающих врага с толку и отражающих входящие атаки. Понял. Не впечатляет такой себе предмет. Так. Полутемная вода. Улучшает особое оружие. Так, хилки кончаются, оказывается. Давайте закупимся. Все, потопали. Звездорожденный.
М. Файл Института науки №1. Нам нужно спасти не только оружие, но еще и Некторнов, которые уклонились от выполнения своего долга. Они отказались от предоставленной им чести, ибо рассудок их помутился. Окей. Сегодня я приобрел 68 минут. Чего, блин? Че за бред? Да за что? В смысле? Как ты это сделал? А? Хм. Интересно. За 2К рублей. Интересно. Это как? Отлично. Кифри, спасибо за подписку на ютубе. Какая-то хрень в бандле была. Ничего себе. А что за бандл такой? Они хотя бы разные или это все типа там, не знаю. Или это все одна игра? Привет, Клинап, здорово. С опозданием подключился, сорян. Но простить будет трудно. Простить будет трудно. Я подумаю. Возможно, я тебя к концу вечера прощу. Блин. Мне интересно, есть такие стримеры, которые так говорят вообще? Или вообще, типа, есть стримеры, которые реально злятся, что к ним, ну, какой-нибудь зритель не зашел. Жесть какая-то. Давай. Сделай все уроки. Не отвлекайся на пустяки всякие. Без скидки бандл 200к стоит. Охереть, это... Погоди, давай подробнее расскажи, что за игра? Ты что купил вообще? Почти халява. Ну, типа да, согласен, но что это? Симулятор секса. Открывай, там реально симулятор секса. Не, вообще, да, симулятор секса тут есть. Эра Снукер тут вообще. Не, ну вы гляньте, это почти за даром так-то, между прочим. Эра Снукер. Кетоверблад. Гравити Ран. Стрит футбол. Ой, зря я, кстати, наводился на Эра Снукером. Ну, типа, с этим надо будет аккуратнее. Либо это рофл по ценам. Возможно, рофл. Олдретер шутер. Ну да, типа 320 рублей, как каждая точно не стоила. На них обзоров. На них обзоры делали только сами разработчики и их родители. Типа вон там 3 человека. Ну вот Джонни Ракета еще, да. Это самая успешная игра в этом бандле, по-моему. О, Машем челлендж какой-то. Фалалипс. Отрицательное. Крайне отрицательное. В основном отрицательное. Weapon and Shields. Отрицательное. Ну, типа да. Не, скорее вот такие игры стоят там по 20.
По 30. Ну вот тут, например, вообще нету какого-то оформления. Видишь? Тупо надпись какая-то на скриншоте игры. Вот Hidden Flowers. Это поиск предметов какой-то. Tanks Logic. Вот это интересно. Блять, это 6500 рублей стоит? Что? Hidden Western. Блин, вот это Climb Challenge. Нифига тут за тянку какую-то. Не, ну как бы то ни было, в принципе, not bad. Хотя, не знаю. Ну, в общем, да. Блин. Ну, я бы не сказал, что это плохое приобретение. Нормально. От бандлов устоять трудно, конечно. Это я понимаю. Теперь я не знаю, что с этой покупкой делать. Да. А какая у Стима политика насчет бандлов? Ну, типа, если вдруг ты будешь делать рефанд, к примеру. Вряд ли, да? Что-то меня одолевает сильные сомнения по этому поводу. Ля какой. Охуеть. Какой толстый. Изувеченный обжора. Я вот здесь сначала прочитал как изувеченный бомжара или типа того. Изувеченный бомжара. А, да? Ну, прикольно. Ну, мое мнение такое, то что, в принципе, приобретение неплохое. Нормально. Просто чисто ради увеличения количества игр, типа норм. Надеюсь, до субботы завершим игру. Ну, возможно, возможно. Вполне себе. Игры лишними не бывают, это да, это да. Не, ну просто какой-нибудь чувак зайдет к тебе, ну, в профиль, чекнет типа, а там дохилион игр. И такой, воу, кто этот парень? Он что? Миллионер? Не, даже не так. Короче, какой-нибудь геймер-герл показываешь в свой профиль, говоришь, смотри, я парень непростой, а у тебя там, типа, прям дохуя игры, она такая, о, так ты, значит, не дотер? А у дотера может быть разве, ну, типа, больше 10 игр, а у меня целых 69. Типа этот бандл и дота. Да. И потом еще говоришь, 69, кстати, моя любимая цифра. Я тебе объясню почему.
Тут же главное количество, а не качество. Блять. Банул говна и дота, да. Так. Согрейся, милок. А я, блин, по голове ударил. Как тебе задонатить? В описании канала, по-моему, было. Спасибо, что спросил. Там все есть в описании. А так, ты лучше посмотри там по деньгам у тебя как вообще. Если прям реально лишние деньги, то я, конечно же, от поддержки не откажусь. Спасибо большое. А так уж лучше побереги. Я человек работящий. Зарплата есть. Блинский. Завтра, кстати, возможно, схожу кое-куда. Попытаюсь устроиться в IT-сферу. И, возможно, это будет Сбербанк IT. Ну, я не уверен, но просто... Я как-то хотел влиться в IT, ну, в общем и в целом. И как, типа, начало, я думаю, неплохое. Купи лучше бандл с говном. О. Ля какой. Что умеешь? А я. Гротескный льстец. Жизнь льстец. Прикольный смайлик все-таки. Хороший. Надо будет новогодние смайлики намутить, ребята. И вот это вот окно наше, вот которое сейчас. А давайте я вот. В Сбере вообще норм работает? Без понятия. Какие там условия? Ну вот завтра и выясним. Просто прикол в том, что я просто туда тупо приду. Типа на место. И просто на месте разберусь и все. Не нашел никак. Да? Ну-ка я проверю чисто. Я вроде же... А, ну вот описание есть. Поддержка — это подписка, если хотите. Я прям большими буквами еще написал. Да. Вот. Во, вообще классная, да? Совсем другое дело. О, кстати, что-то это странно. Камера стоит.
Меня от чеснока отпустило хоть. Так, кстати. Тут грустная музыка играет. Ах ты, мудак! Ты посмотри, а! Хлыстом меня ударил. БТСМ с пацанами. Жесть какая. Ай! Я тут Dungeon Master. Блин! Чей-то геморрой взорвался. Кстати, реально похоже на геморрой. Хотощ. Блин, бомба взорвалась в моих штанах. Я броню. Ну блин, надо аккуратнее. Ах ты, сука. Вот примерно так это было, да? Ты посмотри. Ага. Money, 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 money. Только из жопы. Сегодня прям... Вот уже второй день, кстати, я с работы пешком хожу. До дома. Прикольно. Глядишь, таким образом худеть начну. Со временем. Так, подожди. Тут есть, оказывается, насильник. Так, убили насильника. А раньше на такси? Нет, ты что, на автобусе. Просто вот именно 15-й автобус ездит вот до моей работы. И 15-й маршрут это просто кал из жопы. Там как будто бы водители автобуса то ли бунтуют, то ли что, короче. Очень редко ездят эти автобусы 15-го маршрута. Вообще дерьмище какое-то. На самолете лично. Не, берите выше. На карете. Карета. На лошади померли. На карете, которую возят люди. Берите выше, дети. Золушка ёбана. Ёбана. Ах ты мразь, паскуда, как я тебя ненавижу. One Piece полностью посмотрел? Нет, кстати. Ну, хотелось бы. Может, на стриме посмотрим его, а?
Что-то я вот прям... В одного я не вывезу, это я просто... Я вам говорю, это вообще невозможно в одного смотреть. В компании еще как хоть что-то, хоть как-то я посмотрю, но... В одного One Piece смотреть я вообще никак. Я типа реально хочу, но уж лучше в компании. Бойся, когда ты думаешь. Это прям лозунг психлечебницы или типа того, типа, шизофренической. Ля какая. Ты чё, сестра этого что ли? Кратоса? Что творит? А уж безумно можно быть в цирке. Прыгай, сука. А если тупо мангу прочитать? Ну, кстати, неплохой вариант. Мангу, говоришь? Типа тоже на стриме? Сидеть читать мангу? Не, хотя лучше аниме смотреть. Ну, я так представляю, как будто бы не смогу, блин, все время читать. О, клинап гай, спасибо за 100. Да, так все смотрел. Блять, взяли, похоронили этого Гитлера, нахуй. Видео. Да, он хотел погубить все человечество. О, нифига, полжизни ушло на это. Спасибо за 100, Клинап Гай. Большое спасибо. Я, если честно, ну, типа, ну... Чё-то не особо впечатлился или вдохновился концовкой этого Атаки Титанов, так сказать. Не, ну вообще, конечно, окей, то, что они, ну, смогли справиться со всем этим и так далее. Дальше больше. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ценю этот добрый жест. Большое спасибо. Сотка. А это, между прочим, 3 проезда. А, нет, 2. Но все равно 2 проезда. Офигеть. Ах ты крылатая падла и твариная. Не, если картой оплачешь по 36 рублей. Я сам удивился, когда увидел. Я думал, по стандарту снимет 40 рублей, но оказывается, если картой
платить, то Арканунг дешевле. активировал награду за О, привет, Арканунг. Здравствуй, здравствуй. Арканунг активировал награду за 110. Вот. О, Сика, здорово. Рад тебя видеть. Давно тебя не было. Да и нормально. Вот сразу типа скажу насчет этого тейблтопа. Ролочка стартанула без меня. Таблтоп заебись. Блин. И чё? Чё? Рассказывай. Как она? Ну, будет вторая партия. Отлично. Не, вот как можно купить, вот подскажи. Я куплю. Я же сейчас официально работаю. Я на зарплате. Могу себе позволить. Больше не тунянец. Могу. Могу купить игру. Мы с тобой, брат. Спасибо. Блин, какой же ты крылатый ублюдок, говна вонючего, умри. Ну, чел, который не хотел тоже покупать, теперь говорит, что это лучшее вложение в Steam. Там очень красиво и удобно. Блин. Не, ты мне его продал давно. Просто тем фактом, что ты там гейммастером будешь проводить ролл. Мне вот просто надо бы знать, где его купить. Ну там еще 40 настолок. А в самом таблтопе? А в стиме как? Да там заморочено. Там распродажа вроде. Мне просто надо будет перевести рубли в баты и там прочее. Вот это вот хуйня. С этим. С криптой и прочее. Прочее. Хотя погоди, а если у меня регион другой, то в сайтах, где рублями принимают, они смогут? А хотя смогут, наверное. Там же просто подарком, наверное, отправляется или как-то типа того. Блин, даже не знаю, как это работает. Мрази, нет! Я не умру в туалете. Я не умру. Все. Четко разобрал просто. Фух. Ля. Смотри. Это я ночью иду к холодильнику. Ты такая. Ничего себе. Ядрить платить. Ничего себе там много. Ха. Стоят все такие. Погоди, блин. Они смогут? Да, ёпта.
Вот прям чуть-чуть не хватает. Но я на этой неделе игрока заменять буду, потому что он занят. А игру надо вести. Понял, понял. На этой неделе. Выходной день, надеюсь. Меньше раза в неделю. 0. Меньше раза в неделю. А, если проводить игру меньше раза в неделю. Меньше раза в неделю. Блин, ну. У меня сейчас разница с тобой по времени просто ебанутая, если что. Когда в качалку. Сказать честно, я даже сам не знаю когда. У меня сейчас с тобой просто разница во времени безумная. Если раньше это было типа 4 часа всего, то сейчас 6 часов. Разница 6. Ну, конечно, не 8, но, блин. Тоже как бы немало, да? Блин, урон вообще так. Блин, вот, кстати, может быть мне прокачать пушку? Хотя нет, о чем это я? Просто в ХП прокачаю. Я что, глупый, что ли? Разум. Блин, нихера ты, блин. Выпускница Хогвартса, не иначе. Прикольная игруля, да, довольно классно. Музыку, если что, я сам подрубил такую. Новогоднюю. Снежная королева. Моя королева. My queen. Ключ нужен. Ты чудесно пахнешь, Геральт, мы на похоронах. Ты чудесно пахнешь на этих похоронах. Сказал Геральт Золотону, теребя его в гузн. Так и было, да. А Йеннифер смотрела. И угадайте, когда это случилось. Это случилось тогда, когда у них этот единорог сломался. Или Пегас это был, не помню. По-моему, единорог. Все, единорога нету. И первое, что они решили, выебать Золтана.
А что, очень похоже на Ведьмака. Я в такую историю поверю. Единорог сломался, когда слушал. Блин. Единорогом могут пользоваться только двое. Краснолюдская жопа была слишком тяжела для этого веселья. Почему он с плеткой, типа? Мне вот интересно, кем он был при жизни. Он типа извращенцем был или что вообще? Вот все остальные там типа, ну, зомби как зомби, ну, чисто пацаны. А этот с плеткой. Нефор? Нефор, что ли? Дух БТСМ. Я надеюсь, когда-нибудь появится сериал под названием «Дагестанский БДСМщик». Это дагестанский нефор. Но дагестанский БДСМщик звучит еще лучше. Типа, новый проект от СТС. Дагестанский БДСМщик. Он еще фембой по-любому. Да, очень похож на такого. Чисто из этих... Мадафака, мадафака. А, да? Че стоим, кого ждем? Оу, щит. Кутюлку. Окей, типа шорткат открыл. Так, еще подойду-ка.
Но ролл идет хорошо, сетов с картами, фигурками до хера. С музыкой только проблемы. У меня реклама вылазит, когда я плееры в таблтопе делаю. А что мешает просто взять и всем выключить звук в таблтопе, в плане музыку хотя бы? И как прежде через нинджу врубать? Или как она там называлась? Play Together или как там? На Яндекс треки залезешь. А только посидите ручками, повыбирайте. А почему Яндекс именно? Ну типа не YouTube Music. Любопытное место. Тут явно что-то будет. Ах ты, сука! Нифига ты. Прыгучая. Ауч. Ай. Блин. Когда пешком ходил, себе прям мозоль заработал на пятке. Почему-то меня не покидает такое чувство, как будто бы я играю за... Вот представьте себе Castlevania, но главный герой дагестанин. Представили, да? Теперь взгляните на этого главного героя. Нормально, да? Игра теперь как-то иначе ощущается, как будто бы. Я не уверен, но... Может быть, в конце игры мы придем в аэропорт. Если вы понимаете, о чем я. Блин, сука. Да, перейдем. Привет, фрешмит, здорово. Сука, но я чуть не умер. Моя борьба. Моя борьба. Да ёбана. Да, мадафака. Ах ты, буржуй, сука. Сразу видно. Иностранный агент.
Тот чел, лутающий турбин, конечно, нагадил образом. Да, они все сами нагадили образом. Там как бы, ну сколько их будет? Не, ну, не, ну, конечно, помимо всего прочего, он, короче, как бы вишенка на всем этом ебаном торте, который сделали эти ребята в аэропорту, конечно. Он прям как вишенка на торте. Загляну-ка я в турбину. Ну, о. Не угадал, нет. Там никого нет. Моя борьба. Моя борьба. Так. Блин, классно. С этой музыкой, конечно, вообще балдежно играть. Прям Барат играл. Че, как дела, ребят? Как дела? В полух работает тут. А, ну хорошо. Тогда можешь не отвечать. Дела у тебя нормально. Зарабатываешь деньги. Это хорошо. Распаковал я только что Powerbank сезона. Nice. А он какой-то особенный? Типа в виде чего-то? Типа франшизы? Поломанный пришел? Бля. Пиздец. И чё? А торговец чего? Ты им отправил типа видос, скриншот, все дела? Я вот такие моменты вообще жестко не выношу. Меня аж трясет с таких моментов, когда с интернета что-то заказываешь, оно приходит разъебанное. Бля, просто не вывожу такой прикол. Прям люто бесит, невозможно. Ёбаный Озон. Завтра буду идти после работы возвращать товар. Да. Моя борьба, моя борьба, моя борьба, моя борьба, моя борьба, моя борьба. Мне прям как один дома. Ясно, я тебя понял хорошо. Просто умри.
А, мать твою, ёпта, чуть не убил меня. На, хедшот. Бум, хедшот. Блин, все мерзну, мерзну. Моя борьба. Вот давай еще бить не в ту сторону. Да возьми ты уже хлыст, пожалуйста. Моя борьба, моя борьба. Угу. Прикольно. Сегодня смотрел Зулина, кстати. Много. Можно сказать, целый день смотрел Зулина. Все его видосы пересмотрел почти что. Ну как все. Evil Within, Baphomet смотрел. И насчет Baphomet, да, там, если задуматься, косяков до хера. Просто жесть. Окей. Моя борьба, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя борьба. Мне никогда еще не было так одиноко, но тут так спокойно и тихо. Я благодарна за тишину, сказала сиротка. Так. Она прилипла там наглухо вообще. Кресло скрипит жестко. Привет, Акела. Хай, с вами главный бандюк. Ничего не слышали? Это хорошо. Скрипит жестко.
Блин, вот что-то хочется его взять, я прям не знаю. Где? Инстинкт 15, ловкость и сила. Ай, нет, наверное. А сколько фоток имеев сегодня собрал? Был бы у вас ТГ-чат, а может он и скинул бы. Ну, можно не в ТГ, а можно Дискорд. Ну и ТГ как бы есть. Вот, телеграм-канал. 418 людей в телеграм-канале. Вот тут прикольно, видите, да? Тут всякие разные контентища выпускают. Вот это прикольно сделано. Блин, такую команду надо добавить, да? Ох уж эти новомодные. Понял. Ёпта. Почему я туда скинул? Так, чё, в здоровье? Давайте так, немного в силу, немного в жизнь. Вложился в жизнь. Успешный парень. Так, подождите. И все отдал. Моя борьба. Как доставить этого? Нормально-то. А где кабель? Какой кабель? Я не знаю кабель. Я думал, оно беспроводной. Это же Powerbank, правильно? Ну так и да, но... Ну и в чем вопрос тогда? Пауэрбанки без кабеля.
Блин, я совсем забыл об этой двери. Моя борьба. Пересылать нужно только в чатике, а вот в группы нельзя. Сейчас буду думать, как вам переслать. Ну, там можно в чат зайти, когда ты комментарий нажимаешь. Насколько я знаю. Ну, не знаю. Моя борьба начинается здесь с сезоном. Сезон. Борьба. Моя борьба. Блин, этот стрим прям можно назвать жители Якутии сражаются с холодом или типа того. О, привет, Маша, здорово. Это моя борьба. Сука. Похоже, во время упаковки на мой товар сели. Зарядка жопы. Зарядка жопы. Кто-то занимался жопным фитнесом на своем пауэрбанке. Занюхни. А вдруг пахнет? Хотя лучше не стоит. Но это только можно объяснить лишь полной халатностью и тупостью. Это я сел придумал смешно. Только здесь сейчас курьер сознался в преступлении. Блин, жесть. Какой же офигенный Amazon под эту игру. Как же подходит. Как же прикольно. Под анонсом стрима. Ну-ка. Подожди, мне тут крылатая мразь летает. 10, нихуя-то. Для видос. Ох, блядь.
Вот такие лифты у нас в Москве стоят сетчатые. А это загадка Жака Фреско, блядь. Как, сука, в лифт попасть? Ага. В смысле, там кнопок нету? А это загадка Жака Фреско, блядь. Как, сука, в лифт? Нормально. Это на YouTube выложи как-нибудь. Русские инженеры. А это состояние после рабочего дня, брошенная дворником снегоуборочная машина. Да уж. Там, видимо, криминала вообще нет или что. Пекин. Отель Пекин. Отель Пекин, Москва. Отель Пекин, отель. Пекин, Пекин. Блять, тут я до сих пор не понимаю, это Пекин? Это реальность? Это Пекин, да? Это точно Пекин? Я вот просто не понял. Раз, два, три, четыре, пять. Типа с пятого раза даже не понял, что это Пекин отель. Это точно Пекин отель? Окей. Красиво. Концертный зал имени Чайковского. Ля. Чеховская. Хорошие фотки. Хорошие фотки. Спасибо. Так. Ну вот, о, игрушка еще. Но вот лифт надо реально выложить. Это бред какой-то. Ни кнопки, ни хера. Еще вообще. Ах ты, сука. Вы просто не понимаете. Это архитектор такой. Дизайнер даже, я бы сказал. Этого сраного лифта. Тут лифты вот, с QR-кодом, между прочим. Деревня. Только сканера нет, понимаешь? Имаджинируй, братан. Дизайнер твой фолловер стал. А он актер, режиссер, дизайнер, филантроп. Там прям много чего. Брошь, что не понимаю. Че, как дела, ребят? Как оно? Вот конкретно у этих ребят я, по-моему, не спрашивал. У Маши чё? Пойду выложу на YouTube. Да, хорошая идея. И напиши что-нибудь, типа, не знаю, ну что-нибудь придумай смешное. Я думаю, ты лучше придумаешь, чем я. Наверное, сами должны... Не-не-не. Это лифт для сильных. Надо предпринять попытку открыть его самому. И только тогда она приедет. Надо раздвигать двери руками. И только тогда она приедет.
моя борьба. Это моя борьба. Моя борьба. Моя борьба. Моя борьба. Бля. Это он говорит? Что он говорит? Язычник сраный. Или наоборот, не язычник. Нет, нет, нет! Сука, насильник говна. А, это ты что, не план, что ли? Ты что делаешь ты, сука? Блин, я в таком расслабоне сейчас был. И вдруг резко этот мудак вылетает и начинает меня сосать жестко. Испугались, обосрался, как говорится. Постилки ловца снов. Блин, такая большая локация, просто охереть можно. Это просто реально огромная. Моя борьба. Нихера себе, реально лифт. А, мать твою. Ну, то есть реально в том смысле, что он, ну, реально ездит, а не телепортирует вверх-вниз. А, понял. Чё? Ничего себе, что это было? Там проход. Так, 22 тысячи тем временем. Kneel before the goddess.
Лифт находится на стадии монтажа. Типа его только-только начинают делать. Ох, блядь. Вот такие лифты у нас в Москве стоят, сетчатые. А это загадка Жака Фреско, блядь. Как, сука, в лифт попасть? Ага. Ну хуй знает, он выглядит довольно старым. Тут видно, что люди пинались и вся хуйня. Типа такие, бля. Ох, блядь. Вот такие лифты у нас в Москве стоят, сетчатые. А это загадка Жака Фреско, блядь. Это даже не Как, последний сука, в этаж, лифт даже попасть? не... Ага. Даже не крыша там. Вот такие лифты А у нас просто в Москве реально стоят, какой-то этаж. сетчатые. А это загадка Жака Фреско. Вот такие лифты у нас в Москве стоят. Москве. Московские лифты. Да. Любопытно. Давайте-ка дальше прокачаем этот меч тогда. Блин, почему эта игра вдруг стала такой новогодней? Вообще офигеть не может. Как же сильно меняет все вот это вот музыка и все такое. Прям вообще преобразилось жестко. Типа, знаете, прям ощущается вот этот вот вайб Диккенса. Типа ночь перед Рождеством, вот это вот все. Так, это не то. Диккенс. Наконец-то. Можно идти.
путь. И вот эта музыка, она прям, знаете, кого напоминает? Мультики про Уолса и Громита. Пластилиновый мультик такой. Стоп-моушен анимация. Классная такая. Блин, вот это вот захотелось посмотреть реально, да. Святая крылатая секира. Древняя двойная секира, отреставрированная и пропитанная силой звездной пыли. Внушительный вес позволяет наносить сокрушительные удары. Секиру также можно разделить надвое, чтобы высвободить силу Элигарта в вихре ловких ударов. Две ее части символизируют легендарных служанок Элигарта. Символ знати. На рукояти выгравирован фамильный герб семьи орденов. Скорее всего, сей ценный коллекционный предмет был выкран из благородного дома Манфреда. Ху? Ага. Ловкостью не пахнет. Там явно смерть. Погоди-ка. А если пойти налево? Ты заплатишь за это. Ядрить. О, неплохо. Увеличение патронов. Количество. Ну, вот теперь я хочу прокачать дробовик. Вот теперь я хочу прокачать дробовик. Черт побери.
Так. Па-па-па-па-пам-пам. Я пытаюсь вспомнить, где была дверь с фонарями этими. Вообще не помню. God damn it. Christmas, it's a me. I'm better. Ну-ка. Привет, токарь. Да, завтра день рождения. Исполнится 32 года. 32 года. Жесть какая-то. Это жестко. С днем рождения, Бланкис. Ну, пока рано, но спасибо. Спасибо. Блин, охереть, 32 года. Пошла такой. Ребята, если все сложится, то завтра, возможно... Ну, не то чтобы завтра. Это завтра я уже сказал, как имеется в виду в будущем. Возможно, будут стримы учебного характера. Просто подарят? Не. Так, купил на днях второй моник. Так. 1080, 22 дюйма с 3К, чисто открывает там окна по работе в основном. Сейчас пытаюсь вспомнить, как я обходился без него. Мне сейчас порой и второго не хватает, чтобы открыть все нужные окна одновременно. Все равно, что сворачиваешь. Да. У меня на работе один монитор, и я охуеваю, если честно. Пиздец. Я жестко охуеваю.
Три чего. Не, ну блин, ты чё такой этот? Ты тукар чисто монгол, я хуй знает. Кочевой чел какой-то. Я вот, блядь, похож на монгола, но не, я не монгол, ебать. Я не хочу нихуя. И то я вот, блядь, в Таиланд поехал, и то там, блядь, осел на, сука, 1 год, нахуй. Охуеть, блядь. Год, нахуй. Пиздец. Тукарь все время где-то, нахуй. Не, вот реально, он, типа, каждый год я туда еду, я сюда еду. Не, это круто, но это пиздец. Ну, типа, в хорошем смысле. Да. Блин, я хочу Призрака Цусимы поиграть реально. Столько знакомых лиц я, наверное, вижу. Братков своих. Они, наверное, такие, типа, я не знаю. Мне даже будет жалко их, ну, типа, убивать, все такое. Если мне предложат, если там будет опция, типа, выбрать монголов, типа, предать Японию, я с радостью это сделаю. Ну, типа, блядь, посмотреть на меня и на... Как бы все очевидно. Ну вот это, конечно, очень странно. Типа, монголы реально приплывали к берегам Японии. Они реально творили такую хуйню. Пиздец. Жесть какая. Вы представьте, насколько, блядь, ебанутые монголы были в те времена. Охуеть можно. Они реально захватили мир практически. Практически. Они чисто орки были тогда. Безумие, да? Жесть. Это реально круто. Они просто обошли его. Ну это логично, они такие типа... Блять, нахуя нам людей тратить и штурмовать эту стену? Блять, она наверняка где-нибудь кончится. Пойдем налево. А те такие, а мы направо. Хорошо. Если что, увидимся на той стороне. Давайте, ребят, давайте. И все. И как же музыка подходит этому уровню, блядь. Эта локация ебануться какая большая, я вот реально в ахуе. Чё с монголами? С ними все в порядке? Типа пленных убивали, вынуждая сдаваться врага, зажигали по 4 факела ночью, чтобы сказал, что их больше. Всякие штуки изобретали. С моей точки зрения, уроды как конченые, но, бля, восхищаешься иной раз тому, как они изобретательно воевали. Кто монголы? Меня называют монголом иногда. Олег монгол. Я вот пытался вспомнить, как его. Ладно, я хотел показать его фотку. Заходите, кстати, в телеграм-чат. Мой телеграм. Ну или просто телеграм. Ну только там есть в чат.
Просто я в чё подумал. Вот именно в сам чат заходить было бы довольно-таки гудно. Отдельный чат там есть? Да, есть. Ну и с новостями тоже есть. Ну, новости там выходят. Есть еще. Там кроме анонсов что-то есть? А то я во всех захожу и везде тишина. Кроме анонсов, ну да, там новости всякие, всякое такое. Видосы прикольные. Блин, давайте покажу. Вот, мой телеграм-канал. 420 людей. Вот. Это вот, например, сегодня анонс кидал. Вот. Трушный полигональный косплей Лары Крофт. Прикольно. Как вам такое? В сети вирусится приспособа для удобной съемки на случай, если заняты обе руки. При готовке, например. Фанат показал процесс создания копии паразита Лас Плагас из Resident Evil. Для создания использовалась смола и краски. Не знаю. Но я заказываю рекламу. Greens, potatoes, tomatoes, lamb, rams, raw, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rat. Через всякие разные каналы. Нет, ну тут не накрутка. Тут как бы реальные люди. Вот реальные люди. Но прикол в том, что это люди, которые по сути занимаются тем, что стараются залутать как можно больше скинов на КС, на Counter-Strike. То есть я сейчас покажу, какого рода канал я кидаю. Рекламу. Там трафик такой. Люди заходят, подписываются, это да. Вот. Вот так вот. Ну, на самом деле много, да. Мне еще одна сука наябывала на 1800. Обычную рекламу. Порекомендуй, please. Я хочу. О, зашли. Все. Отряд зашел. Хоть тут гиф нету, да. Да. Нет, тут реально прикольно. Раньше у меня была рубрика «Обед на работе». Но эта тема упразднена из-за того, что по новому адресу, где я нахожусь, там нет столовой и поваров. Пиздец какой-то. Блин, как будто серия офиса или типа того. Есть прон-канал, не знаю даже. Не, вообще в Телеграме такого полно. Вот тут у меня подобный контент.
И даже такое есть. По технике тоже всякое выкладываем. Себя тоже выкладываю, там, типа шортсы. Вот. Ну, короче, тут интересно на самом деле, по факту. И я считаю, что многие не отписываются после розыгрыша именно потому, что здесь интересно. А в Little Company когда стрим? Короче, надо будет завтра собраться с силами и попробовать взять яйца в кулак и попробовать купить игры в Стиме. Только я вот не понимаю, как. Через сайт какой-то или как вообще это делается? Я вот хочу рублями купить. Батами, блять, это пизда дорого очень. Промоконтент. И чё, потом у нас будет голландский штурвал? Без голландского штурвала не соглашусь. Шо купить? Ну, я хочу купить тейблтоп. Во-первых. Потому что роллки будут проводиться на тейблтопе. Ебать копать. Да, мне бата в стиме. В этом-то и трабл. Так, у меня регион. А чё, можно сейчас просто покупать в стиме в самом с привязанной картой? Раз в 3 месяца можно. А, 3 месяца можно. Ну, в Казахстане, да. Не, а смысл-то менять регион, если рубли-то не принимают или как что-то типа того? Там такие же цены, как в РФ все равно. Ну, это круто. Есть услуги по смене региона. Через Киви. Это прикольно. Да сука, тварь. Шо так душит прям, да вообще пиздец.
Они такие медленные. Можно вообще не напрягаясь пробегать их. О, ну наконец это сраные двери, блять. Так. Ну что ж, тут, видимо, все серьезно. Тут все серьезно. Тут нас ожидает, видать, босс-файт. Или, подождите. Во-во-во. Оно. Камелия застилает твой взор, сказала она томным голосом. Враг повержен. О, еще рано. Я музыку врубаю, сука. Не еби. Не еби. Я музыку ищу. Блин, мразь, не еби, говорят тебе. Привет, кабина. Немного прибавил весь. Может, много? Давайте будем честны со всеми.
all for coming another year into you. Another year. Во. Лет 20 не пользовался самолетом? Жесть. Бля, ты аниме что ли? Бля, я думал, ты нормальный мужик. Ебать ты мудак, конечно, сука! Блять! Какая люстра? Что нахуй? Почему мебель? Почему люстра? Что вообще? Почему? Это как в Джоджо, нахуй, когда Дио не в тему берет и кидает бульдозер, нахуй, с нихуя, блядь, или типа того. Это чё за дерьмо просто? Хе-хе, woman и кофе. Woman. Нихуя себе, что это?
О, кабина. Спасибо за 500. Кабина. Движение Сахастрама. А продолжение Сахастрама. Спасибо большое. Да, мне очень портая озвучка на донате. Я знал, что ты нетрадиционной ориентации. Так, давайте-ка музыку из игры включим. Как она звучит в игре, интересно? Вот босс у нас тут такой жесткий. Пианино. Пианино. Epic Boss Fight Ambient MP3. Я ощутил эту боль. Когда компьютер будешь обновлять, просто видюху отставь. Не, вообще, конечно, надо бы проц поменять. Но когда это случится, я без понятия. Рассказывает. Да, просто надо поменять. Так, сейчас подойду. Я играю.
Да не, реально, 30-80 норм тем. Ну, да, тут слишком высокая цена. Ну, 40-90, к примеру. Вот что реально меня бустанет в плане производительности и там прочего, ну, имеется в виду компьютер, да? Это процессор, очевидно. Блин, вот этот Doom я хочу играть. С новогодним, гляньте, блядь, какой он охуенный. Короче, я завтра заморочусь и попробую найти это. Новогодний Doom. Так что по итогу? Придите к какому-то согласию. Что будет угодно взять и сколько оно будет стоить? Просто, возможно, у меня будет реально возможность, но купить, да, но не так, чтобы задорого. Я вообще не понимаю, 580X 3D это шо? Хо-хо-хо-хо. Процессор с большим кэшем. Главное, большой кэш. Понял. Большой кэш. Так, еще подойду.
Так. Что там? Нет, 32 гигабайта оперативы взять. Ну, у меня есть 32 гигабайта. Короче, собака на лайн проц меня йокерги. Надо. Надо. Так. Ну, от бюджета говоришь. Ну, и хз. Максимум. 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 Максимум 10 или 15 тысяч, наверное. Вот, хз. С вычетом с продажи старого проца. Блять, обязательно люстра падает, оказывается.
Да блять, а как увернуться от люстры-то? Не, я имеется в виду новый этот. Новый проц за 15. А продать я, ну не знаю. Ну вот новый хороший проц. Ну не то, что прям годный. Память. Ну, насчет памяти... Память есть. Да, я вот это вот хотел сказать. Память как бы особого смысла не имеет вообще. Ну, покупать имеется в виду. 32 гигабайта есть, Меш. Да блять. Блять. Да какой-то Unreal пиздец. Мадафака. На, тварь! Готов нахуй. Бомж говна. Щищ.
О, плюс крит шанс. А, это и так было? Подожди, а что я взял? Погоди, а что я взял? Я кал взял. Наконец-то, да. Так, давайте дальше. Ох, чил. Ну, блин, в смысле, вы чё нахуй? Я играю жесткие игры, но бывает. Надо просто менять как-нибудь. Так, я чувствую надвигающуюся на меня тень с небес. Оскверненный воздух с едва уловимым присутствием. Их воля божественна превыше всего остального. Я стремлюсь к пониманию желаний владык, чтобы присягнуть на верность космосу. Конечно, я готов заплатить за это любую цену. Я готов на все. Ебать, хорошо. Оно, ребята, оно. Под такую музыку. Вообще кайф. Блин. Ну-ка. Прыгай, сука. Она, ебать, передумать может. Ах ты, сука, она меня стукнула просто. Что? Воевал я.
А конкретно тогда какую стоит брать? Прям вот конкретно, ребята. $5000. Том Айзека. Так, эту древнюю книгу окружает запретная потаенная сила, а историю не помнит уже никто. Говорят, нам показывают местоположение божественных явлений, хотя никто так и не смог это подтвердить. Не знаю, кому это отдать. Температура. Ну, 7000, ну такой, да. Мне 7700 стоит, падла греется, как хуй знает кто. Вот типа, блядь, чайники так не греются, как... Ну, вы поняли. Cursebearer, you are audacious. Only one Душа. place shall give you a true echo. Здоровье повышать. Нали 5600 G за 10. Десятка. I feared I would. I am gratified to lay my eyes. Mithringal, I recall despair. Surely, if I were to. Mithringal, I recall despair. Surely, if I were to. We cross paths once more. Ah, yes.
The text written in this tome, there is more to find, but is far below the floors of a sacred place. With these pages, I will learn what I must to cross myself. The light of it. What the fuck? А. Блин, а у меня какая материнка? У меня же была вроде как не такая уж и плохая. Типа. Как прога это называлось? Я забыл. Через что там смотрели вообще? Комплект менять. Какая оперативка стоит? Фото. Блин. Сука. Проще вам показать, по идее. Блин, я ее дохуя раз устанавливал, эту тему. Айда. Вот она. Так. Чё надо? Колер у меня Darkstone или Blackstone, как он там назывался. Или Dark Rock или Black Rock. Что-то такое. Так, 32 гигабайт оперативы. Вот компьютер. Так, 7700К, 10 гигабайт оперативы. Так. Black Rock, по-моему, назывался. Вот он, да? B255. Это материнка, по-моему. Системно плавно. В смысле? В смысле оно? Ну, такие конфигурации. DDR4. Так. Память. Ну там DDR4 какой-то стоит, я точно не помню.
250. Чё сразу говно? Б250 стоит. По-моему же Б250, да? Правильно? Кингстон. Б250, да. Оно. У меня пиздец башня там стоит. Огромная башня. Вот так вот. We must be vigilant. Now that the denizen of the Frosted Fortress has been defeated, Lada Иные земли. Она говорит, верить в меня. Че, ебать, обрадоваться должен? А, игрушку дадим ребенку? А, это же не этому ребенку. Бля. Так, тогда... Я вот теперь умею жестко прыгать. Я прям жестко прыгаю. Просто Ямакаси. Да, я. Да, я. Ямакаси. Kirsman, only one place shall give you a true echo. we must be vigilant. Нормалдосики. Не, чат сломался, что ли? Вы молчите? Блять, у меня реально чат тупил. Привет, Аурелия. Пиздец. Так. Да, будь тише, да, тот, который... Да я вообще ламер, да. За ДСПД.
Опенгеймер еще не смотрел. РХС. Блин, надо глянуть. Одни задроты в чате. Спокойной ночи, Маша. Come closer. Сука, я тебя отпищу и потом выебу твой мертвый труп. Блять. Так, подожди. Я покинул место битвы двух великих сил, отчаянно стремящихся контролировать тайну и убивающихся собственным тщеславием. Не поддавайтесь амбициям, они могут вас уничтожить. Ну, сказать честно, хотя, да, скорее всего, просто реально нужен, потому что в некоторых играх бывает тормозит просто пиздец, как жестко. Если что, помните, я не ваномас какой-то. Да, я с Тетроком согласен. Не вот прям эффективный максимально, но при этом бюджетный. Бля, ну просто представьте, типа, чуваку с 3 детьми рекомендовать что-то свыше 30 тысяч или там 40 тысяч нахуй, или там 20 тысяч. Вот типа 15 тысяч это уже пиздец край, это ебать край, это просто край крайнейший нахуй. И то я даже не уверен, что 15 тысяч я вообще, ну... Блин, что-то я... У меня реально медленный...
типа медленная память. Мы еще скинемся. Типа у меня оперативка стоит, но она слабая? Серьезно? Мне казалось, у меня неплохая оперативка стоит. Она сама по себе не говно, но ты ее не поставил в нужную частоту. Не поставил нужную частоту. Это мне типа в биосе надо копаться, да? Чтоб... Баллистикс. Crucial баллистикс. Так, память. Загрузка. Чипсет. Ну типа материнка окей, да? DDR3. За 18к 5600X с матерью на B450. Потом может быть еще купить этот системный блок. Ну, корпус имеется в виду. Корпус мне ебать дерьмо. Плата за воздух. Видюха не обслуживалась. Ну, сказать честно, видюха не в полную меру работает. Да чё вы, блядь, имеете в виду, нахуй? В смысле не обслуживалась, блядь? Как не обслужить видеокарту? Вы о чем? Я впервые об этом слышу. Вы чё, ебать, на него молитесь, нахуй? Или типа того, блядь? Вы о чем? Да никак, это слишком трудно. Пиздец.
Забудь, ёбаный урод. Фак. И таким образом я стал ламером. Техноламером. Да, я. Да, я. Не, ну вот с новым процем я явно выйду в разрешение больше, чем 960p. Там я, может, 4К ебану. Хотя, вряд ли. Хотя, блин, смысл, реально. Просто охуенную картинку на 1080 ебануть. Точно. Смочь. Вот сука, ушел. Ну просто насрать. Ничего себе. Так. Озон. Так, АМДшник. Угу. Блять, у него там ферма ебашит, что ли? Чё за хуйня, бля? Не, у меня реально Dark Rock стоит. Sweet, and it's something. However, boost clock is important because the higher the 32 megabytes, and on the 5600 coming in at 9. Now the 5600 comes in generally at 18% cheaper, and the 5600G becomes 26% cheaper again against the 5600X. Now if you put all these Больше по factors USB. Ага. Ну, вполне. Ну, типа 9000. Ну, вот это вот имеешь в виду? Вот это? Вот это? Сайо нет, понял. У MCI удобный BIOS. Угу. Ну, в смысле тебе это не надо? Не то чтобы я, типа, пытался себя выдавать за охуенного технаря, но в BIOS это разобраться-то я смогу. Не, ну вот, как будто вот самая нормальная тема, вот она. DDR4, да, DB4, угу. СМК 12 поколения.
Денис. Он просто оставил охуенный отзыв за то, что он его просто получил или, блядь, и поставил нахуй. Так. Маленький писюнчик. Как-то она стрёмно открывает, блядь. Ты что делаешь, нахуй? Ты давай аккуратней, нахуй, действуй. Как-то, блядь, я аж боюсь за этот проц, нахуй. Просто режет, нахуй. Жесть какая-то. Страшно. Быстрая доставка. Бля, ну такой себе аргумент, конечно, показывать. Просто проц нахуй, типа, ну... С возвращением. Скорость сетевого адаптера. Неплохо. Это еще цены окейные, видать. Че, Озон вообще нормальная тема, да? Приводит, все хорошо. Четыре слота. Так. Описание. Реалтек. Так. 2. Тут 2. 2. Вот он, 4 за 10 тысяч. Ну вот это да. И чё, типа, если по 16 4 штуки поставить, то вообще заебись. Ну, тут 2. Ну цена. Вполне, да. С радиатором, смотри. Так, радиатором говоришь. Ну тут я вижу 4 сокета.
всего 1К подписчиков. Ну так вот. Вот так вот и живем, братан. Вот так вот и живем. Так вот и живем. О. Ну, о. Оно. Погодите, а если я захуячу в него еще там типа 2 оперативки по 16, это же будет работать, правильно? Это реально? Не советуешь так делать, понял. Будет, но зачем? 2 канала норм. Понял. А почему тогда советуете 4 этого? 4 гнезда. Какая видеокарта? 3080. Где она? Тридцать 80. Ну, 380. 10 гигабайт. Вот только тут... Всегда лучше 2 планки, чем 4. Ну просто типа вот если у тебя 4, допустим, гнезда, то получается, ну, 2 оперативки по 16 лучше раскрываются. Но при этом не имеет смысла захуячивать туда еще 2 дополнительно по 16, потому что они будут работать хуже, чем 2 по 16, да, типа? Ага, понял. Интересно. Нет, предейдеры. Типа да. Нюансов много, понял. И много ли просто платят, на кого пойти? Ну, вот ты, наверное, молодой, КФ, лучше иди на IT. Сразу настройся на IT, учи математику хорошо. Я тебе вот на полном серьезе говорю, это пиздец как важно. IT сейчас пиздец как деньги рубит. Очень хорошо рубит. Типа, я сам гуманитарий и там прочее. В общем, я такой себе. Вот и то я перепрофилировался в плане, да, ну, то есть из юриста стал графическим дизайнером. И, ну, вполне так. Чему я, кстати, вполне рад, что вообще смочь где-то сделать.
Я могу. Тайминг оператива. Так, свистоперделки. В смысле, это дерьмо светится? Это радиатора, да? Ну, то есть это good или рофл? Steel Legend. А, это нормальные. Это good, понял. О, Gaming Plus Max. Окей. Типа 2 видеокарты можно ебануть. А вообще, как вот это работает, тема с 2 видеокартами? Они как-то... Ну, эдвается. В единую силу как-то компилируется, нет? Вряд ли, да? Потому что всегда в играх игра лочится на одну видеокарту. Там выбираешь типа 3080 или еще какая-то другая. Но тут скорее идея в другом, в том, что если, допустим, у тебя 2 3080, один 3080 занят чисто игрой, а второй другими делами. Типа там, ну, к примеру, кодировкой в OBS или типа того. Ну, то есть идея только в этом, да? То есть они не могут объединить свои силы, чтобы, ну, заебись сделать все, допустим, одному приложению или вообще в общем всей системе. То есть они только по отдельности работают. За руки не возьмутся, не пойдут там. Спасать всю систему. Нет, да? Так, какой-то там топ говорили. Вот этот топ, да? 2 не работает. Так, подождите. Я Арканунга только испугал. Ну, как я и говорил, столько, да. Одна игру, вторая стрим. Да-да-да. 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 Да говно, увы. Ну, типа... Это как в этом, что ли? Как он называется? Великие подвиги АМДшников на войне со Штулдом. Битва за лучший игровой процессор. Сейчас впихну в свой флагман кучу ноутбучных ядер и буду продавать его втридорога. Я
АМУДшники мне не помешают. Братья-амудешники, голубые ироды захватывают рынок. Лиза Соу, помоги нам противостоять силе нечистой. АМУДшники, посылаю вам новый стриминг меньшинствовато в играх. Можете ставить его в простые платы, охлаждать обычным кулером. Ура! Вперед, АМД! Великие подвиги амудешников на войне со Штудом. Битва за лучший игровой процессор. Сейчас впихну в свой флагман кучу ноутбучных ядер и буду продавать. Ля. твой Core i5? Не желаешь ли с бутылки ты встать? А? Послать подводки и пиздатый разгон? Тогда купи Риза, не забудь про Зион. Ага. На Авито свой синий хлам сливай. А лучше в мусорку его кидай. У тебя пробитый Кидай. синий анус, зашивай, зашивай. Купил i5, значит с мозгами беда. Без гипертрейдинга это полная хуйня. Без гипертрейдинга уже жизнь не да. Пробитые анусы владельцам что еда. На Авито свой синий хлам сливай. А лучше в мусорку его кидай. У тебя пробитый синий анус, зашивай, зашивай. Лучше купи Ryzen, 2700 Ryzen. Он затащит все, что хочешь. Игры, стриминг, тендер, это все из он. И разгон, 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 разгон. Необходим штует вон. Разгон. А вон стоит штует, Ryzen хуй дует. i7 за оверпрайс толкает вам, но мы-то знаем, кто тут босс. 2700, 700, 700, 700. Лучше в мире проц, 2700. Солнечный мальчик не хотел брать RX. Солнечный мальчик захотел RTX. Пошел в кредит, этот кал покупать. Но все равно стал RTX отключать. На Авито свой зеленый хлам сливай. А лучше в мусорку его кидай. У тебя пробитый зеленый анус, зашивай, зашивай. Лучше купи Вегу, 56-ю Вегу. Она затащит все, что хочешь. Игры, стриминг, рендер на VR подрочь. Мощь, 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 мощь. Блин, чё, хорошо, да? 2700 Ryzen, он затащит Дух все, что такой, хочешь. знаешь, Игры, стриминг, рендер, это все из он. И разгон, 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 разгон. Необходим штует вон. Пошел нахуй, лоб. Нормально, нормально. Опа, что это происходит? What the fuck is this? Фаза резко загорит, охлади ее сама. Если дроссель засвистит, то сон отложим до утра. Ты не хочешь разгонять, но тебе некуда идти. Мы прошли по полдороги, половина впереди. Попсихатить, что нам делать на квадрате? Разгоняй скорее, ребята, я тебя уже хочу. И вот плюсы попсихатить, что нам делать на квадрате? Бля, вот эта вот тема, вот дрочь по разгону, там, ну вообще вот по процессу. Это как будто бы вот чисто наша вот русская тема, типа, знаете, вот чисто российская имеется в виду. Я что-то особо не наблюдаю, чтобы в США вот такой хуйней страдали, они чисто по бургерам охуевают. Или в Китае, не, в Китае, возможно, еще такая тема есть. На самом деле есть. Там тоже дрочка, да, реально. Не, ну просто она, вот эта вот тема, она как будто больше такая. Если ты крутишься вокруг, сферы игр, вообще, да, то есть ты, ну не знаю, просто заинтересован в том, чтобы обновить свой ПК и там прочее и так далее, ты просто любишь поиграть на компе и так далее, то ты неизбежно попадаешь вот в подобные видосы. Вообще. Это как анимешники они есть. Окей.
Я рассеял, поделись. Я не знаю, как тебя зовут и сколько тебе лет. Подрубил тебя к Джинше, и тут вырубили свет. Я твоя первая зараза, я твоя первая любовь. Убили донные 3 фазы, но придешь на танцы вновь. И выключился по психате, что нам делать на квадрате? Разгоняй скорее ебят, и я тебя уже хочу. И выключился по психате, что нам делать на квадрате? Если блока нам не хватит, то я молись подключу. Разгоняю я E5, чтоб Райзены разъебать. Этот прот серьезно, что если тебя готов ебать. Разгоняю я E5 и мне. Я хочу так же танцевать. Этот прот серьезно, что если. Бля, ребята, если я станцую так же в Новый год, то вы смонтируете меня и сделаете такой же танец. Я так же хочу. Но я одену свитер новогодний. Новогодний. Сидя в стоке, грущу. Блять. Захожу в биос, разгоняю свой фикус. Я поднимаю машину. Тихо, 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 погоди. А что еще есть? Раз уж мы начали смотреть видосы. А, вот, кстати. Это вот у нас такие вот скульптуры в Якутске. Это я снимал. О, привет, Гудзон. Блин, вот эту тему я не понял, конечно. Надо будет потом их разглядеть как-то получше. Вот эта вот скульптура называется «Сквозь время» или что-то в этом роде. Это называется «Секс на льду». Да. Экономия. Эта скульптура называется... Ладно, не буду ничего придумывать. О, типа ныряльщик. Блять. Так. Давайте чилить, гайс. Я вот хотел, да. Давайте. Я должен предупредить о большой вещи, о 2 вещах. Во-первых, ролик относительно длинный. Некоторые из вас это любят, некоторые из вас нет, но в любом случае имейте это в виду. А второй момент в том, что формат этого интервью будет немножко видоизменен. Я пошел. Давай. Спасибо, что заходил. И вообще рассказал про всякие прикольные штуки. Моменты от летсплея. Играли в эту игру, мы записывали на камеру, и в кое-какие моменты мы будем это вставлять, чтобы добавить какой-то аутентичности повествования. Я надеюсь, в этом году обновлюсь. Я надеюсь, что все будет хорошо и В плане процессора. хорошего, приятного просмотра.
стильный, поиграть можно, но ничего особенного. С одной стороны, это хорошо, потому что второго типа, как правило, большинство, поэтому Consumer Advice бывает полезен. Ну а на хорошие игры просто иногда приятно посмотреть. Но с другой стороны, с таким подходом мы, мне кажется, начинаем забывать о некоторой обратной стороне жизни, о некотором несуществовании. И если недавняя история с почти удалением игры Hatred из Steam не заставила вас задуматься о том, насколько... Давай, Кабина, спасибо, что заходил. Спасибо большое. Спасибо за 500. Большое спасибо. Это много для меня значит. Игра, о которой пойдет речь, называется Red Lake. Итак, что это вообще такое? Это игра хоррор по мотивам SCP. Все же знают, что такое SCP, да? SCP — это такая интернет-библиотека со своей крайне специфической атмосферой, и объяснить которую довольно сложно. Но, грубо говоря, это такой фанфикшн по мотивам секретных материалов, но не связанный напрямую с этим сериалом. Да? То есть это просто сборник страшных историй, условно говоря. И по этим самым SCP было запилено уже некоторое количество игр. Ну вот, например, есть игра «Лестница». Она в свое время довольно неплохо так привлекла к себе внимание в определенных кругах, потому что для чего-то настолько маленького она смогла успешно создать атмосферу и на какое-то время погрузить в нее игрока. А в этой игре, между прочим, надо идти по бесконечной лестнице вниз, и почти ничего кроме этого не происходит вообще. И это, мне кажется, сыграло игре не просто на пользу, а это напрямую предотвратило потенциальный полнейший провал лестницы, потому что, ну, насколько нужно быть криворукими, чтобы покапнуть одну локацию со звуком? Ну, это еще то, что она была бесплатная. И теперь, с другой стороны, вот это у нас что? Это игра отечественных разработчиков. Она еще и хоррор, и она очень даже платная. Я, например, хорошо отношусь к отечественным разработчикам, не поймите меня неправильно. Но я пытаюсь быть с ними честным, да, и вот мое честное мнение по отношению к отечественным разработчикам компьютерных игр заключается в том, что отечественные разработчики компьютерных игр нахер не умеют делать игры. Вообще. По каким причинам неважно, просто вот как факт. То есть пока нет индустрии в стране. Причем я абсолютно уверен, что однажды мы это преодолеем, как и в любых других индустриях, и у нас тоже будет своя какая-то непрерывная классика, которой можно будет делиться с остальным миром и, в принципе, не краснеть. Просто пока что этот момент еще не совсем пришел. Причем штука-то вот какая вот связана с жанром, да? Обычно, если у вас в современной, скажем так, культуре, в принципе, какой-то жанр разработан, то перенести этот жанр в какие-то новые медиа, по идее, проще. Ну, то есть вот, если у вас, например, в своей локальной культуре есть много киношников, например, которые вот все очень хороши в жанре боевиков. Если это так, то, в принципе, боевики у вас и в играх лучше пойдут, и саундтреки к боевикам ваши композиторы лучше пишут. Ну, просто потому, что есть какая-то индустрия, вокруг которой все эти люди уже работают. Так вот, я задаю честный вопрос. Есть ли в России хоррор? Ну, например, в кино. Какой вообще вы можете вспомнить? Кстати, скоро должна выйти якутская хоррор-игра. Отечественного производства. Вот надо бы в нее поиграть. Я имею в виду, говоря о тех же боевиках, у нас хотя бы были дозоры там какие-то до того, кто режиссер нафиг из страны свалил. Поэтому, когда я слышу словосочетание «отечественная игра», у меня появляется некая такая настороженность автоматически. Но когда я слышу «отечественная хоррор-игра», это уже полномасштабная тревога и красные флаги по всем берегам. Ну и плюс ко всему, это, конечно же, инди, которое было сделано там 3,5 студентами. Что может пойти не так? Еще подойду. Что это такое, если сначала и без особых отвлечений? Это инди-хоррор-игра по мотивам одного из материалов сайта SCP Foundation. Конкретно SCP-354 «Алое озеро». Озеро — это такая штука, из которой по ночам лезут всякие монстры вроде, а также рядом с ним люди видят галлюцинации и прочие нехорошие штуки с ними происходят. Но я не эксперт, давайте послушаем главного героя, он-то точно эксперт и сейчас быстренько ведет нас в курс и объяснит нам все детали и вообще в какой ситуации мы оказались. На своей работе я часто сталкиваюсь с вещами, в которые не то что трудно, но порой и просто невозможно поверить. Английский язык. Нет, понимаешь, там актер озвучания один и тот же. Там не будет лучше, я думаю. Что порой проникает в наш мир из-за границ небытия. Меня отправили в Сибирь для того, чтобы узнать, что тут происходит. Появились слухи, что местное озеро поменяло цвет. Вода в нем выглядит как человеческая кровь. А животные... Я почти уверен, что в Сибири везде зеленые луга и по ним коровы.
Ну, хотел сказать, бродят, но они стоят на месте. Они не очень-то бродят. Возможно, они примерзли. Как мы знаем, в Сибири холодно. Мне одному показалось, что машина Колеса не двигаются и наполовину в земле. Наполовину в цемент. Ну, потому что дороги в Сибири очень плохие и асфальт мягкий. Очень мягкие дороги, да. Но вот только что машина немного парила даже над асфальтом. Уже только в одной этой катсцене было столько сломанных, неправильных и просто каких-то ебанутых вещей, что дальше, в принципе, продолжать обзор не надо. По этой одной катсцене все понятно. Понятно про качество, понятно про количество усилий, которое на это все затрачено, про уровень профессионализма, но ради развлечения мы продолжим. У меня тут 20 страниц этого говна написано. Правда, шрифтом крупнее обычного. Первое, на что обращаешь внимание, это, конечно, графон. Графон, плоская трава, колеса не круглые, машина в этой сцене наполовину колес в асфальте, а в этой парит над землей. Коровки, машина над землей парит. Я просто не знаю, насколько это может быть сложно сделать. Черт возьми, вот машина, вот земля, вот оси. Выровняй ты, блядь, эти две штуки нормально. Потом, конечно, есть голос, и да, эта игра говорит. Вы обращали внимание, что во многих современных инди-играх, и особенно в успешных инди-играх, практически никто не говорит. Или если и говорят, то говорят очень мало. Охуенно. Мне теперь пихают рекламу даже в программу, из которой я текст читаю. Просто охуенно, Apple. Спасибо большое. А это потому, что голосовая озвучка в играх мало того, что стоит дорого, но так еще и в половине случаев говно. А учитывая локацию производства, я бы сказал, что в более чем в половине случаев. Но эта конкретная игра говорит. И говорит на двух языках. На случай, если большинство аудитории окажется англоязычным. There is a lake in Siberia, filled with red liquid that resembles human blood in its density, originating its name, the Red Lake. There are rumors of an unknown creature emerging from the lake. It could be mere talking, but we had no reports from the local forest. На английском даже как-то харизматичнее, все еще у бога. Ну да, но но харизматично. Может быть, это культурный барьер, да? My name is Ivan. I work in some agency. I was sent to Siberia to investigate the cows. And now I have investigated the cows successfully, but my wheels started to sink in the ground, so I had to stop near the lake and ask for a forester to help me out. And my car started to Ты же float. понимаешь, да, что Красное озеро, потому что это советская Россия. Это как Red Dawn, только Red Lake. Потому что ведь если ты рассчитываешь на то, что в твою игру поиграют, скажем, 90% русскоязычных и 10% англоязычных, ты не будешь делать озвучку. Ты сделаешь субтитры и хрен бы с ним. Но нет, здесь у нас билингвальная история, и, если честно, я за это даже немного благодарен, потому что я всегда могу поставить английский язык и изо всех сил притвориться, что эту игру сделали где-нибудь в Канаде. Заводка в том, что главный герой — это какой-то чувак, который расследует всякую паранормальную хрень. И вот мы приезжаем в какую-то жопу мира, в центре которой находится Красное озеро. Это озеро, оно красное, и рядом с ним у людей галлюцинации. Из самого озера лезут какие-то монстры или вроде того, опять-таки. Не знаю про монстров, но часто галлюцинации заставляют меня подумать, что это озеро отличное для отпуска, например. Можно музыкальные опен-эйры проводить очень хорошо. Мы начинаем с пистолетом и дневником, и я буду предельно откровенным. Поначалу мне показалось, что все в целом, в принципе, окей. Ну да, выглядит малобюджетно, но типа сетап вроде бы есть, да, то есть там туман плывет, деревца качаются, ну вот все вроде бы как-то нормально. И первое, что нам нужно сделать, когда мы попадаем в Сибирь, это достать билетку, которую мы взяли с собой. Почему береты? Я не понимаю. Мы только что ехали на русской машине по русской дороге в русскую Сибирь. Да. Но Макаров должен быть, по идее, конечно. Сколько это длилось? Минуты 2. Потом штуки начали происходить, и я примерно начал понимать, куда я попал вообще. Первое же событие, которое происходит в игре, выглядит так. Человек на мосту. Сейчас попробуем поговорить. Как во всех хоррор-фильмах. Сначала мы спрашиваем, эй, как дела, а потом нам откусывают. Я говорю с людьми определенным образом. Таких. Нет. Это кат-сцена нас ждет впереди, понимаешь? Кат-сцена стоит и ждет.
Royal Moss не очень хорошую работу проделал, и веревки. Оу, щит. Окей, это было страшно. Выглядело страшно. Это был очень страшный спецэффект. Да. Зомби, немного напоминающий Майкла Джексона, джамп-катнулся из сцены со страшным звуком. Далее нас встречают собаки-зомби. И собаки-зомби быстрые и жирные. И они способны употребить 3 или 4 пули перед тем, как умереть, что очень много. Помните о пистолете, с которым мы начинаем? Это единственное оружие в игре. Патроны очень ограниченные, и если вы думаете, что это хорошо, и если вы думаете, что это из тех игр, которые про то, что «О, у вас так мало патронов, а врагов так много, значит вам надо дофига выживать, потому что это дофига survival», подумайте, блять, снова. Можешь прыгать, когда у тебя стамина? Прыгать, да. Окей. Оп. Fuck you, dog. Эй, чё не можешь, короче, собака, да? Вот так-то левитирующие собаки. Твою мать! Чёрт! На гору. Господи. О, господи, собаки преследуют тебя. Горная собака. Я смотрю, этим доберманам вообще наплевать. Да ёбана! Опять верхом на собаке. Кстати, интересно, я получал демочку. Господи, эти собаки. О, господи. Летающие собаки. Грёбаный фонарик. О, подожди, ты на Вы умерли. Скажем так, в играх, которые подразумевают, что у вас в какой-то момент не будет оружия, вам дается какой-то другой способ выживания. Ну там, вы можете прятаться в шкафах, бежать или сражаться в рукопашную. Но в нашем случае вы не можете ничего. И вам как-то нужно пройти через этих собак. И если вы расстреляли все патроны, вы в жопе. Более того, если вы расстреляли все патроны, скорее всего придется перезагружать всю игру. И нет, не загружаться с чекпоинта, именно перезагружать всю игру. Просто закрывать экзешник, открывать экзешник заново. Потому что система сейвов в игре не работает. Да, я проверил, по моим невидимым часам действительно 2015 год. Система сейвов, блять, не работает в игре. Ну, то есть как, она немного работает в том смысле, что в игре есть чекпоинты. И загрузка игры, в принципе, может запомнить, где мы были на момент сейва. Но вот запомнить, сколько у нас было патронов на момент сейва, с этим сложнее. Вы натурально можете потратить все патроны, понять, что у вас нет шансов, загрузиться и охуеть, потому что после загрузки у вас все еще не будет патронов. Хотя на момент создания чекпоинта они были. И вот если вы человек со стандартами, то вы, в принципе, сейчас думаете, то есть, окей, в игре сломана система сейвов. Это 2015 год, это вообще какой-то бэшак. Я просто не верю, что в этой игре может быть что-нибудь, что сломано больше, чем это. Патроны? Взаимодействие кнопки Е. Я нажимаю, я клянусь богом, я нажимаю кнопку Е, но я не могу русская Е. Русский? Нет. Кнопка Е на обоих языках не работает как взаимодействие. Ну, что это? Снова. Должны быть патроны, которые мы не можем. Ну, кнопка Е. И прыгни на них, встань прямо на них. Может быть, это поможет. Да. Что? Да бляш! Это очень реалистично, потому что, как и в реальной жизни, нельзя поднимать патроны, не стоя прямо на них, я полагаю. Выглядит как невидимая стена. Оп. Нет, все еще невидимая стена, боюсь. Кто-то очень постарался, чтобы... Окей, я застрял. Так. Окей. Так. Была плохая идея, давай, невидимая стена, толкни меня. Давай. Отлично. Все еще помогает распрыжка. Давай попробуем по левой горе еще дальше забраться. Собака очень близко. Я устал бежать. Да, кстати, бежишь ты примерно столько же, сколько фонарик работает, если не меньше. Меньше, В 2 раза меньше, где-то так. Да подбери ты сраный, давай, перезаряди. Беги. Так, вторая собака застряла. Хорошо. И третья собака застряла. Слушай, вот вопрос, если я издалека не могу... Да, там происходит некоторые. Если я не могу издалека по ним попасть... Нет, смотри, работает. Я попадаю в другую собаку. Я целюсь в эту собаку, но попадаю в другую собаку. Окей. Охренительно просто. Чёрт. Настоящий кроссхейр находится правее и выше. Это поправка.
Сколько вещей можно наебать в одной игре? Серьезно, Кирилл, блядь. Камон. Слушай, дом орёт на тебя. Я ничего не могу. И прыгать через забор это подобие или что? Потому что реально? What the fuck? Бля. What the fuck? Сынок! Спустись! Простите, но... Вы, мужчина, с вами все в порядке? Мужчина! О, подожди, ты попытал его. Да. Перепрыгивание через вот этот специфический, блядь, лэдж триггерит мужика, который идет по воздуху в туман. Сука. И в него еще стрелять можно. Да. Эта игра такая непредсказуемая. Я не могу, ну, я не верю в такую жадность. То есть, мне кажется, это какое-то... Окей. О, катсцена! В игре катсцены. Так, шар вокруг собаки летает. Засосала собаку в шар. Собаку убила шаром, окей. Новая запись в дневнике. Впереди летают странные летающие шары, сферы. Только что я видел, как одна из них убила собаку. У меня нет сомнений, что они опасны, поэтому лучше обходить их стороной. Это буквально как то мои мысли по ходу этой катсцены. Да, то есть, четвертая стена. Блестяще сломана в этой игре, как все остальное. Но при этом стойка забора осталась вообще не. На бетон. Чтобы заценить этот взрыв, о боже, да это же самый охуенный взрыв, о господи! Майкл Бэй сам лично приложился к созданию этого взрыва, сам лично в пейнте вот эти частицы рисовал, обалдеть! К сожалению, этот взрыв в игре единственный. Ну, может, один или два еще есть максимум. И это неудивительно, потому что в момент, когда этот взрыв происходит, FPS падает хуже, чем в последнем Бэтмене. Серьезно, ну окей, мы пробрались через собак и находим здание, и здесь вещи становятся реально страшными. Тут кто-то чпнул в дверь. Просто кто-то убил дверь. Мы расследуем заказное убийство. Время собирать улики. Так, я вижу кресло. Возможно, кресло убил. О боже, наконец-то сделал, блядь. Возможно, этот кусок стены убил дверь. Он очень нервный. Вам есть что сказать, лагающий кусок стены? Я так и думал. Эта игра уже релизнула в Steam, да? 200 рублей, чувак. Хочешь 200 рублей за Red Lake, да? Окей. Возможно, пакет. Возможно, пакет. Мне кажется, нас сейчас будут... О, фак. О май. Меня уже пугает лагающий кусок стены еще один. Да, там что-то... Почему я не могу ничего написать на этой доске? Она такая выдающаяся белая. Кстати, обрати внимание, как эти партикли отскакивают, они такие какие-то квадратики, короче, это прикольно. Что это? Это ладно, что-то. Свет рассеивается не так, пацаны. Андрей, Артем, Павел, как? Не могу по создателю, короче, зайти, но в общем, свет рассеивается не так. Эта штука сейчас встанет и будет меня пугать, неправда. Нам придется подойти к ней как можно ближе, чтобы взять Я патрон. не хочу, я закрою глаза. Нет, я не иду. Ты не идешь. Может, ты выстрелишь в него? Так. Ну, на всякий случай. Он не реагирует. Хорошо. Не люблю вот такие вещи. Да подними ты патроны. Я стою прямо на них, боже. Давай. Зажать кнопку здесь? Нет. Нет. Ты провалился. Я провалился сквозь стоп. Сейчас я обернусь, и он будет за мной, да? Нет. Он сорта за мной. Ой, ладно. Fuck's sake, no. Дом лагает, FPS, о господи. Что, ты не выбежишь, не рискнешь убить ее? Я не могу, я почему-то так замедлился, тут все так заорало. FPS упал.
хотя бы мы теперь знаем, кто убил эту чертову дверь. Оно Хватит кричать! Меня это реально напрягает, нервно. Пытаюсь читать дневник. Что орёт? Этот дом очень плохо, короче, интерьерный дизайн. Я не одобряю. Стены не должны так лежать. Хватит это делать! Я чувствую себя как в новом Devil May Cry, когда там такая же хрень с церковью происходила. Ты сейчас погибнешь от того, что пытаешься бежать. Да. С ним нельзя взаимодействовать. Вот с этим можно. Что это? О, окей. Это кусок бумаги. На фольге написано: Дэн, если придешь, а меня не будет, знай, что ворота у моста установили новые. Точка. Ключи я оставлю тут, Тайлер. Сибирь, Тайлер. Хорошо, Тайлер, я возьму ключ. Не вопрос. Свет. Кроме того, вот это происходит. Происходит здесь клиппинг сквозь стены. Я почти уверен, что могу протиснуться сквозь эту стену. Давай. Реально, у меня такое ощущение, что стена нас отодвинула обратно. Ты видишь, там какая-то шняга? Какая-то палочка растет, короче. А потом вот это происходит. Левитирующая голова. Я видел это в... What the fuck? Почему я это делаю? Почему? Нет? Почему он бесконечно дэшится? Я попадаю туда, в землю, что за фигня? Хватит тратить патроны на все подряд. Почему у него внутри этой Слушай, если бы я читал газету «Правда», О, сейчас боже такая мой. это Крути был лампочка какой-то называлась. упорный подземный Бля, клуб пиздец. любителей газеты «Правда». Потому что, кстати, патроны валяются. И в эти моменты я абсолютно искренне подумал, что окей, игра пытается. Смотрите, вот коридор выдвинулся, мне даже некомфортно как-то стало немного. Может, за моей спиной там кто-то стоит, не знаю, мужик вон упал. А потом я попал в подвал, и вот это случилось. А, да. Да-да-да, вот. Смотри, там белый свет. Смотри, стоп. Окей. That was ёбыч if I ever seen one. Простите, блин. Знаешь, это странно, потому что на микродолю секунды это было реально страшно. Но потом ты увидел, как бы, fine details. Там что-то валяется, я уверен, что Конечно, это правда. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Я имею в виду, любая попытка проанализировать увиденное разбивается просто о стену бессмысленности. То есть, окей, значит, сидят чуваки, которые вот это разрабатывают, и такие... Значит так, что было страшного в игре? У нас был чувак, который падает с потолка. Был коридор, который удлиняется со страшным звуком. Знаете, что еще нужно? У меня идея возникла, что еще нужно сделать. Нам вот как бы все хорошо, да, но неплохо было бы сделать так, чтобы игра работала, да, чтобы вот надо добавить глубины, какой-то атмосферы, там баги пофиксить, я не знаю, почитать хотя бы статью по SCP-354 и привести вот наш весь монстров хотя бы в соответствие с... О, Вот надо сделать это для людей, понимаете? Найс. Неплохо. Так, ты уволен. Ты теперь главный. Добавь что-нибудь страшного в игру, я не знаю, летающую голову в подвал засунуть, что-нибудь вроде этого. Ой, ну давай еще раз посмотрим на это, я не могу. Наебыч. Что сюда? Офигенно, господи. 10 из 10. После мы выходим из подвала и встречаем еще около 4 собак. Что означает, что мы опять, скорее всего, умираем. Потому что, как я уже говорил, одна собака требует 3 или 4 пули, наш пистолет стреляет примерно по пуле в неделю, и главный герой значительно медленнее собак, так что даже если бы мы были В неделю. патронами, мы бы все равно получили огромное количество дамага, и вряд ли бы выжили. Остается единственный логичный выход. Так. Слушай, а можно же, наверное, залезть На забор? Опа, я залез на забор. Так, не упади с него. Вот это текстурно.
Крутись, только в стекло не попади. А здесь нет. Разные люди делали вот эту заборенную. О, Собаки. Суки, ну что? Нихуя не Сейчас они такие. начнут левитировать, смотри. Блять, не надо, Ох, какой пролаг был от первого, блин, коллижена. Окей, плюс Так, одна. это прилегла. Я уверен, что в реальной боевой ситуации я бы так и поступил, на самом деле. Залез бы на забор. Ты следишь за показателем патронов Вообще своих, нет. да? Я заметил. Да, умри. Ну и после этого мы бежим в сторону забора какого-то и переходим на следующий уровень. Ну и дальше игра идет примерно по одной и той же схеме, еще пару уровней. Мы идем по некоторому коридору, встречая на пути разные вариации зомби-собак. Очень бы хотелось, чтобы хотя бы от экрана вот этого. Нет, очень твердый воздух. Видишь, очень твердый воздух. Я сразу бегу. Нет. Это прям такой плотный воздух. Пуля сломана. Очень влажность большая. Смотри, вот что им, блядь, мешало? Рядом стоит забор. Справа бетонный блок. Слева, мать его, забор. Да. Сука, вот. У вас два варианта, что поставить в эту дырку, имею в виду. Но вы просто поставили туда хер. Понимаете? Я говорю пару уровней, потому что потом происходит вот это. Ну да, мы включили свет. Смотри. Окей. Очень странно. Привет, Майк. Слушай, это же дружище, тот который... чувак, который ушел, да. Он сейчас опять исчезнет. Сейчас опять орать будет, да? Вот Самое главное в моей работе — это непредсказуемость. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Я и раньше встречался с существами и местами, которые вызывают галлюцинации. Разница лишь в том, что сейчас люди из фонда мне не помогут. А значит, бороться с кошмарами придется самому. Ага. О, господи, это боже мой! Отлично, игра наконец-то решила принять ЛСД. Давно пора. Да. Твою мать, это... Смотри, вертолет. Невидимость. Ну, более-менее видимость. Блядь, глаза болят. И теперь мы вместе, куда попадают люди, которые привыкли отвечать «да» на вопрос «хочешь попробовать эту шнягу?». И это самый тяжелый уровень во всей игре. За возможным Контакты исключением целые? последнего, но об этом потом. И В я вам смысле? гарантирую, вы не угадаете, в чем решение проблемы. Я вам саму проблему сейчас опишу, но просто по ходу повествования вы вот смотрите на все это и пытаетесь как бы угадать ее решение, я вам гарантирую. Вы не угадаете, вы можете придумывать самые безумные версии, у токарю, да, скорее всего, у не него угадаете, спросил. как пройти этот момент. Так вот, у нас, значит, есть комната. Перед нами летает всякая хрень, под нами светящиеся шары, которые ваншотят нас, а дальше есть небольшой мост, по которому нужно перейти. Прямо в центре этого моста тусуется еще один светящийся шар, который, напоминаю, ваншотит. И, как и все в этой игре, перемещается он в разы быстрее нас. Это так и должно работать или... Я не знаю. Может, это секс с ЛСД вообще никто сюда не добавлял, может, это просто игра окончательно развалилась нахуй. И это то, что все ассеты летают просто вокруг. Ты знаешь, ей идет. Да. Она выглядит более... Вот зря ты не жал вперед. Меня тогда шар убил. Да, я тебе сказал, что тебя сверху убил. Ну, тогда, скорее всего, Ты пизда. можешь совершенно спокойно спрыгивать и просто бежать. Ох, шать, виспы с омлетами. Противогаз выделяет. Что это? Оно как будто бы тречится. Оно холмит. Подсказка. По бочкам с горючим и сферам можно стрелять. Сама лампочка наебнулась. Стой. Разбери. 108 градусов. Что вот там? Да, это же совершенно не патроны, а просто кусок ботинка. Черт! Я был уверен, что это патроны. Нет, патроны вот. Нет, подожди, это не патроны, это кусок кирпича. Говно какое, да? Слушай, ну ладно, окей, можно стрелять по бочкам с горючим, понятно, а по сверхам-то, они же этериал абсолютно. Окей, по ним можно стрелять, и они злятся и убивают тебя. Спасибо за подсказку, тупая эта игра, мразь, говно. Only one place should be. Вот наш момент
момент, наш момент. Давай, давай, но пуси. Давай. Говна кусок, сука, Но по этому скриншоту мы видим, что дальше придется прыгать. Да похуй, я могу попрыгать. Мне кажется, там вообще должен быть лоудскрин или что-то в этом роде. Мы бились 1,5 часа над этим уровнем. Мы испробовали все возможные стратегии. Мы пробовали обойти шар сбоку. Мы пробовали пробегать. Мы пробовали стрелять в Только него. Мы пробовали ты вообще просто жирный, сделать знаешь. это. Состояние, конечно, передать сложно. Вообще, Пора я признать. ощущаю, что по тому набору эмоций, Всё. который вызывает этот конкретный уровень, саму эту игру уже можно записывать в SCP Foundation под видом экземпляра уровня как минимум 3. Фэтшейминг. Но это немного другая история. Наша же история заключается в том, что... Вы настолько не готовы. Помните тот Майкл Бэевский взрыв в начале? Мы там стреляли в бочку, и ее разрывало вместе со стеной и фреймрейтом игры. Так вот, когда мы загружались и доходили до этого момента снова, мы были в шоке, потому что во второй и в третий раз никакой бочки там не было. То есть стена была, а бочки не было, понимаете? Собака. Ты вляпался в дерево. Тебе нужно... Где бочка? Гайс, где бочка? Гайс, бочка. Мне все найс. Собаке, возможно, это поможет. Ну, как бы стандартная проблема всяких D- шутеров, то, что ты, ну, то, что ты не видишь, когда тебя что-то коцает, даже когда оно тебя коцает. Но у нас есть более важные не проблемы. вижу Я не вижу бочку. Представляешь, место, где бочка Да. была. Она была вот здесь. Это так странно. Окей, подумал я, какой интересный геймдизайнерский ход. У тебя вроде локации одни и те же, а вот предметы на них рандомно генерируются. Странно, правда, что без бочки эту стену буквально нужно преодолевать, исключительно насилуя ближайшую скалу, но я имею в виду, в игре есть способ пройти стену, не взрывая бочки. Вроде бы. Пацаны, это не смешно, тут была бочка, я взорвал забор. У тебя был один шанс, чувак. Это что за... Нам придется прыгать по горе. Все. Что это за говно? Прыгай по горе, серьезно. Я уверен, что это возможно. С таким-то движком. Они по левой Да горе. нет, О, они... Смотри, здесь дыра в заборе. Слушай, они так любили этот взрыв. Ага. Ага. Кому из нас надо быть плейтестером-то, а? Ване надо быть. Ну, конечно, нет. Это был баг. Это был баг, из-за которого иногда игра не подгружала предметы. И не просто, знаете, вот просто их не рисовала, да, а прям забывала подгрузить предмет целиком. То есть вот я стреляю в место, где должна быть эта сраная бочка, и ничего не происходит. Это значит речь не о текстурах, это не подгрузилась вся модель, и все связанные с ней как бы алгоритмы. Что возвращает нас к уровню, о котором мы говорили. Да, на этот момент вы уже поняли, все было просто. Эти сферки смерти нужно было просто взорвать бочками. Только, ой, вот незадачные бочки подгрузиться забыли, потому что мы в 2015 году, и мы разработчики компьютерных игр из России. Поэтому необходимо перезагружать игру и молиться, чтобы у тебя сейвы остались. Сюда лети, козлина. И нахуй. Блять. Oh, that was that. Я такого не видел никогда, ни разу в своей жизни, за все свои более чем 15 лет стажа в компьютерных играх и вообще во всем вот таком. Я никогда не видел, чтобы игра забывала подгрузить взрывающиеся бочки. Особенно там, где это требуется, чтобы пройти уровень. Оу, найс. Вы этого ждали, и он пришел. Лох. То есть я. Здравствуйте. Тема серьезная, речь про странное ощущение в груди. И нет, это не инфаркт, а дела сердечные. Последние полгода моя гмейловская почта превратилась в центр психологической помощи одиноким и расставшимся. Видимо, аватарка эльфа из стратежки 2002 года так и веет тестостероном. Вы чё, бля? Банька будет приличная, план такой. Ответим на вопросы из разряда, а что делать, если девушка дала луки в голову и сбежала в Чечню, и разберем отношения Юлика с Дашей Клапан, Юрия Хованского, и выясним, сколько должен зарабатывать реальный мужик. От 40 миллионов в месяц? Безусловно, большим женщинам нужно много, дабы ты и дальше оставался для них несъедобным. А начнем же разбираться, кто такие женщины и с чем их едят. Сколько должен зарабатывать? С чем их едят? Мужчина должен зарабатывать
финансы это, конечно, важно, но если потенциальная бабёна мыслит категориями денег, то план рабочий. Допустим, мы мужик, зарабатывающий 7000 баксов, и мыслим так же, как эта бабёна. Зачем нам баланс, зарабатывающий в 3-4 раза меньше, еще и в позицию, что мы должны обеспечивать ее высшие прыщи? Ну я реально не понимаю, кто готов на такое. Поэтому, как говорится, видно, что мужик рос, жаль, что натуральный. Да вообще, знаете, я когда вырасту, стану девственницей, дабы быть примером для своих детей. Боже, что я несу? Короче, мой мужичок, я не знаю, что значит это слово, лопается, когда я слышу такое. Сколько на хлопец зарабатывать, чтобы вы с нами встречались? Давайте 5 $1000. тысяч долларов, да. Алло, ты с Житомира, почему червяк из людей в черном требует 5000 баксов? Это полмутна по нынешнему курсу. Да блогеры-миллионники столько не зарабатывают, хотя, наверное, зарабатывают, просто я лох. Но даже у зазнавшихся мадам такие высокие запросы со временем спадают. Ибо к 25 появляются первые морщинки, а заветный принц так и не спавнится. И вот тут приходит некоторое осознание, иными словами, скидки. Очевидно, немало хороших дам, но продвигаемые темы проходят тонко, нитью через каждую. Причем, когда я говорю, как же меня стоебало, что вумен абсолютно не самостоятельно. Но все же, кто, упаси боже, с ними контактировали, замечали, что ты исполняешь роль стендапера, кошелька. А она из веселого разве что, питку показать может. Да, ныне это называется сексизмом, но нередко единственное, о чем с ними можно поговорить, это Моргенштерн и инстасамка. Причем, что забавно, за такую позицию срут мне именно парни. Дабы пояснить, что я имею в виду под своим нытьем, немного утрирую. Классическая такая сосса на 8 марта ждет айфончик, а на 23 дарит носочки. Подобный случай был у моего кореша, мадама подарила ему книжку за 500 рублей. Норм подарок, он же сделал аналогично, подарил ей мангу. И что вы думаете, мадам обиделась? И да, подарок может быть и из козюли склепан, речь вообще не про финансы, а именно восприятие. Однако вернемся к теме ролика. Многие видели сей опросник, речь не о нем, но для контекста небольшой отрывок. Вы бы удалили свои вызывающие, возможно, фотографии в Инстаграме, если об этом попросил бы ваш молодой человек? Конечно, нет. Нет. Отправила его к терапевту. Да, без проблем, конечно. Без проблем. Удалил бы, да. Конечно. Да, удалил. Удалила молодого человека из своей жизни. А теперь нафиг я вам это показывал. Реакция одной дамы на сей опросник. Это не разгон в сторону феминизма, они в ТикТоке там все такие. Короче. Это некорректный вопрос. Почему же он некорректный? Потому что женщина является сексуализированной, а мужчина нет. Пенис. Мужчина это не Пинус. будет считаться вызывающим. Но при этом вызывающая фотография у девушки будет считаться уже начиная с того, что она просто в шортах вышла. Поэтому, конечно, они бы удалили, им же нечего удалять. Мужское тело абсолютно нормально, не вызывает никаких вопросов. Но женское вызывает. Да потому что у женщин эта рамка, это практически абсолютно все фотографии. А у мужчин примерно не одну. Абсолютно так. Мы, мужики, не умеем брать телефон и фоткать жопу, но это фантастика. И еще эти рассказы о патриархате от девушек, выкладывающих фото голых жоп. Однако под сия тиктоком творится что-то странное. И если бы мой муж попытался в личное пространство сунуть нос, он перестал бы быть моим мужем. Я реально хз, кто будет начинать отношения с бабенами, у которых фотка в инсте важнее отношений. И только за этот факт тебя назовут абьюзером. Вообще, ради теста попросите свою мадаму удалить фотку с инсты и просто посмотрите на реакцию, пусть она даже потом восстановит ее. Ну типа, если удалит, то с этим можно работать. Если нет, то это нужно отрабатывать. И мадамы, дабы не совершить эмоциональное сампоку, в отместку устроили свой опросник и спрашивали у парней, готовы ли они ради своей половинки удалить свой Steam. Удалили свой Steam аккаунт ради своей любимой? Нет. Нет. Да. Нет. Да. Короче, даже под такой призмой ответы были плюс-минус 50 на 50. Да и что за бред сравнивать Steam и Instagram? Инста это соцсеть, а Steam это Steam, в которое вкладываются десятки лет. У некоторых инвентарь стоит миллионы. Чтобы было честно, тогда уж просите удалить одну игрульку из сотен. Вас же не просят удалить всю инсту. Вот тогда был бы баланс. Чуть от моего нытья вы могли слегка усомниться в том, что я реальный мачо-мен и вообще прикидываюсь натуралом. Но целуйте перстень, ибо сейчас я докажу обратно. Я вас наебал, я вас пацан. Мой вкач хромого олененка начался с 7-го левела. Я был подобен Наполеону, такой же маленький, но тупой. Родители оставили меня у детсадовской подружки. В ее комнате была палатка, да, походная палатка в квартире. Мой мозг пришел к гениальной идее и выдал базу. А давай покажем пить. Немножко дискуссий и угроз оторвать голову плюшевому мишке. Дама не смогла устоять. Показываю свою хуба-бубу, дамочка ставит класс, подписывается на канал. Но когда она решила показать своего питона, а я его там не обнаружил, первое, что я спросил, а где агрегат сталкер? И начал тыкать в нее пальцем. Так я привил девочке комплекса о том, что у нее нет пениса. Я искренне думал, что с ней что-то не так. Короче, в делах сердечных я настоящая акула. Тупорылая акула. Однако приехал небольшой спонсор. И вы знали, что на проекте Wolf можно одеваться как вы хотите, и если вам кто-то что-то скажет, вы набьете ему бубен. На самом деле проект столь олдовый, что я обалдел на нем в далеком 2014 году. Даже смог восстановить своего старого персонажа, но он что-то полысел. Помню, как будучи предпубертатной личинкой, выпросил у матери денег на вот этот самый диск, а после установки с меня деньги требовали раз в месяц. Их у нас не было, благо, как и тогда, Wolf существует совершенно бесплатно. Онлайн ныне до неприличия огромен. В довесок Blizzard официально покинули Россию.
Россию. Подобное ММО — это отличное времяпровождение и способ найти новых товарищей. Ведь именно тут я познакомился со своим корешем, с которым спустя 10 лет мы все еще общаемся. Ну и название моего канала — это отсылка к этой вселенной. Короче, огромное количество нового контента, уникальные расы, свои локации, новые механики игры только на WoW Sirus. Мы с друзьями периодически бегаем за Орду, потому что Альянс сосать. Тем более недавно появился новый сервер, где все начинают с нуля. Зайдет как новичкам, так и старперам, ибо добавлен хардкор мод, где при смерти персонаж удаляется. Если вы играете с этим режимом, знаете, вы больной психотвор. В общем, переходите по ссылке, качайте клиенты и приятной вам игры на WoW Sirus. А теперь к вопросу, где искать самку человека. К сожалению, это не собака, придется немного попотеть, да и, как оказалось, большинство моих подписчиков натуралы. Я в шоке. Да, есть сайты знакомств, где бабёны лежат штабелями, но нам не нужна эскортница. На мой взгляд, все должно быть ситуативно. Ибо когда ты не ищешь самку, она сама спавнится в твоей жизни, зачастую в круге интересов, в котором ты варишься, даже если ты работаешь на урановой шахте в Ираке. Первые мои оккупация на женский пол началась в 14 лет. До сего момента я играл в доту, и меня интересовала только Сильвана Ветрокрылая, потому что она мертвая. Короче, реальные женщины казались рудиментом общества, ибо с ними по гаражам не попрыгаешь, а та девочка, которая все же пошла в столь романтичное паркур-свидание, сломала ногу. Однако гормоны прижали к стенке, и я отправился с самкой на прогулку. Неловкое молчание, высосанной темой, короче, фиаско, после которого я, как Танзер из Demon Slayer, начал упорные тренировки над поднятием рейтингов в доте. Ладно, на самом деле я чаще стал ходить на свиданки, получалось Фейдинг кринжовые шутки, afternoon. заранее заготовленные темы, и на удивление это работало. Мониторишь страничку, узнаешь ее любимые аниме, сериалы, и такой, блин, Что-то один Винчестер знакомое. так крутой, хотя ты не ебешь, кто это. И со временем скилл набьется так, что сможешь вылетать на ринг без подготовки. Но до чего я допер не сразу. Вся вот эта душная атмосфера диалогов с дамами, я думал, что дело во мне. Но я понял, что большинство... Слушай, это неплохо. Это ценители. Блять, а я... Слушайте, сколько лет? Ринга? Да-да-да, я играл Ринга. — 14? Слушай, а ты хорош, а ты хорош. Ну представь, что моя ебало это... Скала. Рон Дуэйн Джонсон. Я типа такой мем на тебе говорю. Хорош. Блин, я Ринга и Шигаву не проходил до конца, кстати. Да, уебищно, между прочим. То, что не помечается. Я душ оставил. Ну, заебись, проебал все на свете. Так это Ринга Шикава и есть уже, блядь. Один в один просто. Те же создатели же по-любому. Когда обратно в Тай? Не знаю. А что, скучаешь?
Куда лететь в Тай лучше? Паттайю, очевидно. Паттайя самое лучшее. Бангкок дорого. Пхукет дорого. Пхукет при всем дорого и скучно, скорее всего. А Паттайя норм. Паттайя дешево, Пхукет центр дешево, пляжи дорого. Я играл во все игры от EA, то есть Фейдинг, Ринго и про киллера какого-то, все хороши. Даже игра про киллера была. Не, я просто говорю из опыта того, что я играл, говорю, жил в Паттайе. И Паттайя норм, реально окей. Красивых мест совсем мало. Печально. Да. Не, ну вот если бы ты играл... Ой, блин. Вот если бы ты играл Castlevania Symphony of the Night, Симфония ночи, ты бы больше ни с чем другим не сравнивал бы. Симфония ночи. Это вот чисто, знаешь, чисто, так сказать, в образовательных целях, именно в игровых плане, чтоб ты, типа, ну, сёк фишку, то тебе стоит посмотреть, что такое Symphony of the Night. Потому что это прям оно. Так, 21, как говоришь? Джимайна! Так. Первая мысль, которая возникает при просмотре этого фильма, это то, что кто-то решил повторить успех ужасающего. Сами посудите, во время Хэллоуина какой-то странный чел, сбежавший из не менее странного цирка, показывает людишкам уличную магию, от которой те буквально голову теряют. И при этом он не произносит ни слова, поясничает и весь из себя такой френдли. А также начал он свой путь с короткометражек, первая из которых вышла в том же году и в том же месяце, что и первый полнометражный ужасающий. В общем, давайте разбираться, способен ли Джестер составить конкуренцию уже ставшему легендарным Арту. Ну или как минимум заполнить пустоту, пока Демиан Леоне делает третью часть. Привет, я поэтесса Лизавета Вячеславская, создатель ярких образов голосовыми связками. Сегодня у меня концерт в антикафе Куница. Будут стихи из цикла «Немыслимые мысли». А я Марат Матвеев, гениальный актер. Сегодня я играю в эпизоде «Трех сестер». Пьесе один щик и молча уношу самовар. Да простит меня Чехов, но я вставлю в эту роль слова.
А я Феоктистов Евгений. У меня нет никаких концертов и выступлений. Я пока вообще не знаю, почему я в рекламе. Давайте вместе досмотрим. Сам весь в ожидании. Я чувств разворошила улей, укусы мыслей, мозг раздули. Денщик, несите самовар туда. Сию минуту, господа. По логике сюжета я тоже должен охрипнуть. Ну вот, пожалуйста, я же говорил вам. Что же делать? Что же делать? Да, что же делать? Купить на пользару гамеовоксы к припеву. Гамеовокс. Гамеовокс? Гамеовокс. На пользару. На пользару? Гамеовокс. 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 Я беру. И я беру. Итак, начинается фильм ночью с мужика, который гуляет по пустынным улицам и усиленно игнорирует маленькую девочку, как будто он возвращается с собрания анонимных педофилов, а та его дразнит. И вызывающе одевается, но мужик кремень. Еще за ним увязывается таинственная фигура. Поправь прическу раз 200. Тут Джон решает сделать звонок. Не спрашивайте меня, откуда я знаю, что его зовут Джон. Просто наитие как-то вот так вот само собой возникло в голове. Джон. Хотя ему больше подошло бы Эрик. И судя по количеству людей на улице, это самое подходящее время для звонка. Ведь в 3 часа ночи или около того люди обычно не спят. Звонит Джон своей дочери, которую бросил в детстве ради другой семьи. Эмма. Да. Боже, ты взяла трубку. Зачем звонишь? Разговор, естественно, не клеится. Думаешь, я хочу слушать это? Почему? Почему ты решил позвонить именно сейчас? Потому что кто же звонит в такое время? Только пьяные бывшие. И, очевидно, охуенный отец, который 20 лет назад ушел за хлебом, и вдруг спустя 20 лет в 3 часа ночи такой: алло, белый или черный? Я забыл, какой брать. Столько времени прошло. Тут как тут таинственная фигура. Джон начинает перед ним оправдываться. Я пытался. Я правда очень хотел. Как будто они знакомы. Но знакомы не значит друзья. И вот у Джона на шее классный галстук. Первый раз? Да, для Джона это первый раз, когда он участвует в шоу «Цыганские фокусы с летальным исходом». И если актер старается и изображает смерть от удушения, то реквизиторы совсем не старались, а оператор это охотно продемонстрировал. Типа, почему веревка превратилась в трос, который крепится где-то на спине? И еще, зачем нам показывают крупным планом лицо Джестера с этой сеточкой в глазах и рту, если даже в первой короткометражке было показано, что за маской пустота и непроглядная тьма, если я правильно понял. То есть, как бы он не человек, а некий демон или типа того. И эта сеточка портит все впечатление. В общем, Джон, давай до свидания. Начинаются вступительные титры, в которых Джестер, я бы сказал, облачается в свой костюм. Но из всего костюма он надевает только шляпу. В остальное время он поправляет манжеты и все такое. И как будто бы просто позирует перед камерой. Тут, конечно же, напрашивается сравнение с такими же титрами из «Ужасающего», но там подготовка арта как будто бы вписана в повествование. И выглядит как подготовка. А тут просто какое-то нелепое позерство и недоломание четвертой стены, которые только портят образ злодея. После же титров мы оказываемся на похоронах Джона. Видимо, он умер. В качестве же фотографии для похорон была взята его аватарка из Яндекс.Такси. Пастор Льюис, еще раз спасибо, отличная служба. И конкурсы интересные. К слову, на похороны Да, дочь теперь Джона нам от деньги нового найти. брака Джослин, ее друзья и старая что ж, дочь пришло Эмма, время. от которой он ушел и которой звонил. А также его знакомый. Очевидно, чтобы станцевать ритуальный танец. Видимо, он не знает, что танцевать на могилах небезопасно. Сестрички договариваются вечерком встретиться в баре, а Джестер решает немного подзадержаться на кладбище, чтобы докопаться до работников кладбища. Хотя по справедливости он просто стоял и никого не трогал, как вдруг... Эй, парень, ты что тут забыл? Служба закончилась. Тебе пора уходить. Боже, что уставился? Вали отсюда. Не то полицию вызовем. За такую дерзость эти двое удостаиваются демонстрации пары классных фокусов. Первому наш фокусник связывает шнурки, из-за чего тот атакует лбом надгробие и как бы... Второго мужика фокусник заставляет выблевать яблоко. Сама удивляюсь, как у меня это вышло. И вроде прикольные фокусы, но режиссер явно маг и волшебник совершенно другого уровня.
Ведь хоронили Джона, когда на деревьях были листья, а эти двое пришли прибираться, когда на деревьях не осталось ни одного листочка. Впрочем, пора валить с кладбища. И вот мы уже в баре, в котором все сидят за пустыми столиками, и только у редких счастливчиков есть пивасик, на который, похоже, ушла львиная доля бюджета. Привет. Привет. Может, выпьешь что-нибудь? Нет, я слышала, режиссер в целях экономии разбавил пиво с секретным ингредиентом из своего пениса. Да, здесь как раз встречаются сестрички и сразу начинают обсуждать покойного отца. Потом он поворачивается к ним спиной, опускает штаны до самого пола и показывает им свою задницу. Что? И в это время мое лицо находится как раз на уровне его члена. В общем, насмотрелась я на его сардельку. На самом же деле Эмма рассказывает случай с работы. Все бы отдала, чтобы стать помощником группы. Специалистом по настройке аппаратуры. Пожалуйста, не вмешивай ее в свой группе Мирок. У этой работы есть преимущества. Например, я много путешествую, и каких чудес я только не повидала. И сарделек. В остальном же их разговор, длящийся 5 увлекательнейших минут, носит менее позитивный характер. Выясняется, что Эмма ненавидела отца за то, что тот их бросил, и что она недолюбливает и свою сестричку по крови. А это, блядь, очередная семейная драма под видом фильмов ужасов, которая будет учить нас жизни. Короче, после нескольких бутылок пива Эмми моча бьет в голову, и она с психом уходит. Джослин тоже покидает заведение, перед этим выслушав какой-то бред про своего отца. Я 15 лет работал с Джоном Уиллером на одном заводе. И хотя я с ним почти не общался, он всегда был окутан какой-то тайной. Будто его терзали демоны. От пьяницы, который явно перепутал этот благопристойный семейный бар с баром «Золотая перчатка». Но вброс про демонов засчитан, хоть он по факту и бессмысленен. Эмми же не удается добраться до дома без происшествий. Ее начинает донимать Джестер. Я сейчас закричу. Эй, красавчик, прекрати. Дай свой телефон моей подружке. Он телепорт? Нет, он придурок. Но девушка не хочет смотреть на карточные фокусы. Ей хватило фокуса с телепортацией. Она прячется в магазине, где тоже подвергается легкому дружественному харассменту. Кто это там? Какой-то придурок в дешевом костюме. Кажется, вы ему понравились. Да. Знаете что? Я его прекрасно понимаю. И как будто бы понимая, что она какая-то слишком недоступная после пары пива, и в глубине души осуждая себя за это, она берет бутылку вискаря, чтобы раздавить ее по дороге домой. Это жизнь рок-звезд. Ну и напоследок хамит продавцу. У вас есть наша карта? Не. А скидка 10%. Дайте заплатить, или я заберу ее просто так. Ведь она еще пока трезвая сука, а не пьяненькая сучечка. И не успевает Эмма как следует накидаться, как на ее алкопути опять возникает Джестер со своими картами. О, смотрите-ка. Это же хэллоуинский придурок. Она решает посмотреть его фокус. Ладно, на этом все. Мы закончили. Но он не отстает, а встает на гироскутер и продолжает ее преследовать. Да оставь ты меня в покое! Это была бутылка водки за $8! А я ведь тебя вспомнила. Я видела тебя на кладбище. Такой памяти не позавидовали бы даже рыбки. А, вон что, да иди ты. И что? Зарежешь меня куском стекла? Ну же, давай! Начинай уже! Давай, режь меня! И Джестер режет, но не Эмму. После чего встает, как ни в чем не бывало, еще и таким необычным образом. Эмма, не раздумывая, щимится после такого представления. Тем временем Джослин проводит время с друзьями, покуривая запрещенные растительные ингредиенты, что, впрочем, никак не отразится на их действиях и поведении. Режиссеры и актеры решили не запариваться. Это же... Это якутский фильм.
Otur bile kasmadı. Görüyorum kurtu. Den nasıl astriyeye gıgını var da bana. Sen mi olmuş böyle? Kanı var ya. Şöyle haber kim öde? Bile kuruşa kadar hıt baska kanı var. Marbuta. Hadi babuda. Otan kandık yöden 2 yıl olmadı. De. Jonlar da yok. 4 yıl var oluyorlar jonlar. Kanlar o 4 yıl var oluyorlar. Ey bollana bari o gittik de hıkkı dolu bakıttı. Yolka. Mehmet. Ene jonlar men başu bastı apına. O kere ne yapar minnik jonlar hepte. De Mehmet tuku. Strateji bu yapamaram. Köpek kan demin jonma kita yaşatırım. Ben o durumun tempo ile söhbet. Hadi ben de. Doktor. Ha? Doktor. Strateji bu yapamaram. An bir yere kim var anca? Ha, tu peki. Oje. Doktor. Bir hala kirakterim var alır. Demin çoluk главный kim var çoluk ha? Там аз посападин juga ya dimin jena. Главный инженер по перевозке цемента. Hadi. Dana. Şey de. Doktor diye sana öğretten evet. Главный инженер по перевозке цемента. Hadi давай. Çara. Bana öyle evet. Herhalde bir demir işaretler yapıyor. Çara. Bir sana öğretken lan totetçudi. Welcome to E. Welcome to Yalkalar. Yo. Tamam da. İki tuhaf kullanlar ya. İki jolları da kullanlar. Jolları. Sana öğretkenlerin ha yerler onu jolları da kullanlar. Çara. Öyle hadi. Çar. Panistan ver verdi. Verdi. Beni yakabilin ofisini gördür. Проект побольше на музыку. Devam şu ofiste. Ona göre bırla. Hadi stop. Kanı vardın. Kanı. Ey dedim ya kanı vardın gene. Hem yaladı. Paket topları. Kanı paket. İliğe tutup paket gidiyor. Topları paket. Kanı Türkiye. Emiyor. Kanı bilen stop blok olmanın canı ya. Kanı. Он вот тут трудно не пусть на блоку. Сделай как было, быстро. О, Тиски, идёт. Нормально. Тиски, хай она. Билан. Ай, мама. Слабче, господи. Генетика наука точная. Отец вор, сын вор. Чего ты? Так. Видно, голова. Так. Не повторяй. Осторожно. Слабо блок. Вон, на, лишь постах. Эй, тут постах. Витя! Я все вижу! Уйди ты рышлага много! Ёлка! С видом! Это когда то бей баян белебит. Да. Потом фильм Арсена Хасбулла. Это фирма Логолда. Да? Бучеру ты попутчу бесило. Да. Я вам сказала, да? Вот там я хотел бы так, это когда семейные реликвии. Забавно, но это реально то, что они говорят. Типа, у нас здания строятся, блять, дохуя лет. Типа, дохуя лет, это вот дохуя лет. И это вот прям дохуя лет. Да. И это пиздец печально. Что такое здание? Важны лишь люди, да? Давай, работа не ждет, быстро! Ты нахрен? Это ты на, ты такие постоянно. Да? Всех компания строго, канал, Var mı ya? Молодец, а то манала лучше да. Это был битёк. Да. Послушайте, чего? Буба, опинг. Bu en поднебесный опинг. Геннадий Петрович, принимай рабочую. Не годен. О, здравствуйте. О, бригадир. Стройкадр деймін. Нормально, қандай стройкадр. Оны мен операция дегенде. Да? Вор. Біле дегенде біле біле жондар. Бары ор яқтыр екен. Да. Құттарма тұтылды бұттары бар, қайға тұрады.
أنا تقول أجراني أي والله أنا كده بنها بارم ولا بنتي توكي بك أطبو أكوليس خيابات يبتدي أكوليستا كم هذا لا يو كم так ты потом зайдешь пока ты сам отдохни там на улице так кассет команда так кто не годен кто не годен Он не годен. как не годен Он не видит. Баролов смотри на него орёл орлиный глаз сокол Ронда вот как не годен как не видит так Сука. твой больше шашлык ш молодец видишь твой б б молодец видишь башы ама кем көрдүрмү жона твой б будь какой видишь годен Зарождение гачи культуры в Якутске. Хореографический. Да, મને хореография મોટો કરતા. મને એક આર્મી હતા. મને એજો કરી જતો રહેતા. કે ના તો મને ઇન્ટ્રો બગાયા. આ કતા જાને? Волейбол. Волейбол искинде? А. Так, окей. О. Дай сам выйдешь. Пусток. Так, Андух, отдай. Бог. Бог, да? Молодец, тролль. Көрін бол. Бол қаратты. Бұба. Жиннақ бойын. Это дютте. Жиннақ бойын. Одағы кені бәтін бағатыны бар. Хәтті. Егір тұғып. Авескі тұқтығаларым барбат өтетіні. Йока. Бәтін бағатыны. Тойдағыны. Бұл. Ничего? Армия қондырыға. Не болды қарады бол. Армия Ну, справа. армия бар да те. Басты жоқ бұл. И это только мешкүйітке. Манны голаттар нады бар. я Бен. Загадки 50% скидка. Кime кайда? Я кайда. О, рё. Канадыт арлата. Аңалас. Аңаласта. Сабадот. Ола жабера. Битте хебигүнгө тарлы мин клиенттарган. Олата. Условияны бері білебет. Отгадайте, загадки 50% скидка. Қанта жабыты? Қанта жабыты? Бақсы табырын сиға. Мүчір жұттан жабы. Бера бар. Келгені мизадет. Иккіз табырын барда. Бірі қалды. Тоқта красавчик. Сен сатышына біле қоған табырын татыран. Табырын татыран. Айнан емеліс табырын татыран. Таттыран ба? Оның тайтында бейін бір скидка бар да. Болар онды қа. Айтатын болар барды. Бидите тайтыран бар. Бидите. Давай, үш табырын да. Үш табырын. Давай, кидеміз, давай. Тарба үш. Тана, алё, на. На, не говори нормально, опасно для жизни. Куда макрена не говори на? Экстрим вам, экстрим. Экстремалlara biliyor ne beni ne gönderi. Ana bu da. Ne bu? Bu delirte ben de kapattın. Nerede? Zaten müzikaya bakın. Hadi o bakın bakalım. Da. Hadi. Argoyda bitti. Oo, bana bunu böyle değil. Argoyda bitti. Bana bu olarak. Açık elli işte öyle. Hadi kadar kundu torgu bu patte. На. А ты бата блин, мана кто тебе? Горячие напитки, закуски и девки. Каны горячий. Tamam mı? Tavuk zaten reklamladım mı te? Вот эти точки толков да должен было. Вот такие на харит ничего, ну и барбит эти. Красавчик мала. Ваша не страдает. На катко. Кандидат смотрел, не... Не брески, да? Топ-топ. Брески, это. И кисасиска в тесте. Красавчик. Да, вот твой, да, вот. Это алгын каяса бе. Да. А, это вот твой, да, вот. Вот перед тугу, когда только устраивает. Да. А, вот твой, там. Это я без страны только машина машина. Турал бирсин. А ты вот твой гуд, да, вот. Это я без страны тетер гуд, да, хиппили, кой батында да. Да, вот это тут и тала на мигит там бабше бардында. Кой бакында bu небеди durun bata tayolka. Да. Дибир сила аламын дибиле чона кыгырам барамын. Эна. Ута барангында бара. Kim jangan itu stol kayak batami kan? Mereka itu mata tukar banda. Atau kita sekarang kita mata. Badut.
Кады барды бүткен? Стоп, кстати, бензкой мен бензкой. Қандай бензкой? Бензкой. Қандай бензкой? Қандай кіртесті? Оча декен да чана. Иккини, сүйбес төкөй. Да, кім? Только что он говорит, ты не рот, а бекет да. Опа. Ты же шлагом на горбу куда? Я, кстати, его в жизни видел, я работал с ним. Имеется в виду, я ему... Короче, он приблизительно в 2019-2020 году занимался продвижением киберспортивной команды якутской. И там, в общем, 51 градус он назывался, то ли 54 градуса, как-то так. И я им делал униформу, ну, дизайн, кстати говоря. Не важно. Что вы говорите? Что вы говорите? Он не отдает, он не говорит. Я не могу сказать. Вы не можете говорить, поддержка лавы багай. Эрбунам макталык мандыкта. Макталык иннең мандык. Токта деп әккенде. Кайра. Токта биле. Ал бак. Туйгу. Супер экран. Палатка. Палатка. Китайская. Китайская. И японская. Давай. 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 Ты барьеру, готов. Барьера, давай. Давай. Это мало таянgan. Хатта. Палатка бара. Давай. Таяк соғана. Мен қачым батын бері аңыз. Давай. Да. А он сейчас директором театра? Блин, ужас. Так, ходил на хоккей другу поддержать его из другого города, команда из двух наших толпы упали. До свидания. Так всегда. Анну готтар надо. Андрей Николаевич Михайлов Тимин. Андрей Николаевич Михайлов Тимин. Техасатын министерствотун ихинен бар. Унан качер департамент халаячытын, бастыгы хубячты болот. Худда олакан тохстар. Сост сертификат тургуй болчуктан артак. Это кайфово. Ана нерей яхавтен дөйдү болот. То, что город победил. Андрей Николаевич интервью отправил, по идее. Картагар яхат. Ана бааластан айда акет бимана интервью латты. Хусус мехлеген сүддән жана биләти. А токсаллар калегте бимана. Антон бу хеттон 5 сыллах билей болду. Да, интервью ну бапты. Туа так. Канеке. Теги балык сатарым балык. Той бу бодак. Балык сапата канеге. Да ладно, блять, я мог сюда подняться реально? Я не верил, но это реально. Двойная угроза. Знаете что? Надо в Википедию добавить вот этот вот фрагмент видео и
обозначить как, ну, интерпретация слова суетолог. Это реально. Это суетолог. Радуюсь, что завтра пятница. Да. Самурай Warriors. Бля, короче, ладно. Во, зарождение киберспортивных дисциплин происходит. О, так. Алло. О, Семен, здравствуйте. Ага. Конечно. Прямой эфир. Семен Семенович, да, не шутки, но могу. Ой. Оу, shit. Да, вот так немного. Үйдө кайнана сөтө көркөндө бийге радио истечилери. Эти билигин айге Контра Страйк чемпионатын прямой эфирин еттигит. Онтан бүгүн сүйбөтөсүз чыгыла, онан бейги бары үйрөттөкпүз, ондан көчөттөкпүз. 2 күндө сага жолду. Ondan duvatla takıdım barkın bugün atlan padarkatın eme bugün atlan gelmeye ka ben kerki sürevin gidip bana onda benden tok par hamay şuraya barda tomun den üstüne kutan bana duramam bir şoy bar öyle bana onları da tabular onu da ege birlikte oldu gut ege birlikte oldu radio. Мне с номера 900 часто звонят. Прям очень часто. Это я в Новый год. Скриньте. Примерно такой я и буду. То же самое мне будет перед глазами. Да. Ну, если честно, я смотрю впервые, но я уже вдохновляюсь. То есть я на годы вперед уже вдохновился. Onatın bugün 30 çıgıla olata sana jılbıt bolara bары хуга бир күн халла. Кадер, кажулар аптыран турамын. Мен яка өсө бир үшөй байы ана жылтуунан элеме бала хунар бын кабылла. Ая. Табу тоолу нана хан оны бай. Апураны хан дани крапортив кадет мосту мен бапуда. Якутский мейс. Якутский. Сахалы Мэдисон. Алло. Да, радио Гунистер аппаратка Алту
Так я из Якутска. Радио Долгун. Да, алло? Ага, хорошо, да. Заявка, ага, хорошо. Хорошо. Ага, Ну, примерно то же самое. Так, ладно. У нас 1:50 ночи, между прочим. Так что я пойду спать. Завтра я хоть и работаю из дома, но тем не менее придется поработать. Так что да, завтра день рождения. Если что, постараюсь завести стрим по этому поводу. Заходите на телеграм-канал. Вот, телеграм. В телеграме у нас довольно-таки интересно. Смотрите. Тут и косплейчики, всякие интересные видосы. По типу этого. Мы понимаем, как отличить добропорядочного инфобизнесмена от так называемого инфоскамера. И здесь бы хотелось заметку, мы хотели использовать именно слово инфоскамер, мы будем вводить его в речевой оборот как гуманитарную альтернативу слова инфо-цыган, не оскорбляющая честь и достоинство ни одного из этносов в мире, инфоскамер. I got beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, ram, raw, beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rat. Вот такое тоже есть. Вот это самое прикольное. То, что польский блогер Кармайти. Короче, в общем, он играл BeamNG Drive. И этот чел, блядь, типа за 18 попыток смог идеально пройти трассу в управляемом заносе, блядь. Это пиздец, если честно. Не, вот типа он просто отыграл игру на руле у себя дома, а потом смог реально пройти трассу в реале. Это охуеть же вообще. Мега хорош. Мега хорош. Microsoft выпустили такие вот свитера. Не знаю почему, но их называют рождественскими. Но это просто свитер. Это типа, ну, есть же обои безмятежность. Так что вот такая тема. Вот работяги возвращаются домой после рабочего дня в Китае. Так это выглядит, прикиньте, да? Пиздец. Жестко. Такие дела, такие дела. Так что увидимся завтра. Я в телеграм-канал обязательно закину анонс о том, что стрим начинается. Ну и в общем, да. Зеркраш. Да. Вот это прикольная тема.
off the tap, bitch. Now you gonna work or not? Cause I got plenty of other girls who ain't got a problem making money. Hey! That's rude. Can I stand up for her? Somewhere. Whatever. Прикол. Когда GTA 6 выйдет? Ну, анонс выйдет, видимо, скоро. В Game Awards выйдет. Это Game Awards проводится, по-моему, где-то 7 декабря, если не ошибаюсь. Ебать, он умирает. Нет, все, я next несу. Это все. Сейчас умру, блядь. Да. Неплохие, да? Скриншот. Гуль. Fallout. Да вот только мне кажется, что это будет пиздец как хуёво. Я не знаю, ну, блять. Это братство стали же, да? The Day Before. Блять. Надо попробовать Майтонин написать. Я все еще этого не сделал. Надо Майтонин написать, попробовать выбить ключ на The Day Before. Мне помнится, скидывали ключи на Prop Night. Но на The Day Before было бы круто, на самом деле. Было бы хорошо. Поиграть с The Day Before. Ладно, я уже реально засыпаю, потому что уже поздно. 2 часа ночи, ребята. Завтра заведу стрим, постараюсь еще что-нибудь выложить в плане какого-нибудь видео и тому прочего. А так, да. В общем, всем пока. Был рад всех видеть. Спасибо за донаты и фолловы, подписки. Всем пока. И до завтра.